Так, друзья, добрый вечер, всем здравствуйте. Рад приветствовать вас в нашем заведении. Располагайтесь поприятнее. Сегодня вам не будут предложены напитки. К сожалению, полное самообслуживание. Так что самостоятельно готовим себе вкусняшки, что-то выпить. Я вот, например, чуть позже сделаю себе кальян. Надеюсь, сегодня нас с вами ждет приятный вечер. Будем болеть за наши команды. Я думаю, что можно провести вечер на расслабоне. Надеюсь, перерывы будут не такие длинные, как обычно. Блин, трек хороший, мне понравился. Такой, как будто, знаете, в какой-то кафешке сидишь, я не знаю. В какой-то кафешке на летней веранде кайфуешь, сидишь. Алло, хочешь? Я недавно советовался с людьми сделать, может быть, услугу, или не услуга, я не знаю, возможность заказа игр. Так, тут у нас уже игры начались. Ничего не настраивал? Вот как есть, так есть. Ну что, это уже 4-й день, это уже 16-й матч. До этого я не смотрел. ПКС, абсолютно. Не знаю, мне вот в 2022 году сейчас... Чё, бляха-муха? Это что? Я еще ничего не при... Типа, а хотя бы один стрим по Elden Ring? А игра дорого стоит, типа? На микрофоне перегруз? Блин, а почему у меня на микрофоне стал перегруз, я не понимаю. Странно. I feel like there are teams that will be catching up. And one of those teams, I mean, Liquid already sitting in a decent spot down in 6th place, but one of those teams I would say is Heroic. Heroic has not come off to the greatest start. And let's take a look at them here. Down in Valdemar, they have an easy transition to the circle. Раз! Перегруз. Сделаю немножечко потише. Ну, вообще у меня даже в ОБСке перегрузов не показывает, на самом деле. Может быть, с кабелем что-то? Может, я его отдернул где-нибудь? Там надо будет посмотреть. Вообще, мы с вами можем включить наших комментаторов. В целом. Если у вас есть такое желание, могу я покомментировать? Алло, спасибо тебе огромнейшее за поддержку. Могу свой акс Steam дать. Вот ты говоришь фразу, она трещит.
Не, могу я покомментить, если вы хотите. Я уведомления, по-моему, не везде отправил. Я с вами начал говорить, и уведомления не отправил, по-моему. Так, после этой игры мы еще себе с вами заварим кальянчик. Можно даже пивасик, бокальчик расчехлить. Ладно, Алох, мы с тобой порешаем это. Вообще, я как бы предложил игры на заказ сделать, но я же, ну, не придумал условия. Ты чё, жопошник? Кальян же для баб. Так, слушайте, у меня ставка на НЛТ. НЛТ на 3-м месте жопошники. И они на... Ни хрена себе, 60 там... 66 ПТСов. Как же он Батулина подловил? НЛТ мало того, что на 60 поинтов, на 66 поинтов отстают, на 67. Брррр, что с математикой, Руслан? Да, на 67 поинтов отстают от... Энтропики, что ли, это? Кто это? Гейки. Это энтропики? А чё это вдруг они с таким отрывом? А кто у них там? Какой состав? Интересно посмотреть надо. Ну, тут же Варт отлетает на ротации, его выбили с... А, он из тачки так вышел или его выбили из тачки? Удивительно. You do not want to be Vard or Batulin's keyboard right now. I think they're the least desirable positions to be in this game. Oh, man. Ну, клип тут выживет, я думаю, его не заберут, тем более ему дорогу смоков накидали. Что за команда Howl? Я первый раз ее вижу, на самом деле, даже не знаю, что за регион. И ни разу не видел этих чуваков. Никнеймы абсолютно мне неизвестны. У нас здесь, короче, есть Нави. У нас здесь есть NLT, то есть Virtus.pro, которые, к сожалению, под своим тегом играть не могут из-за событий, которые всем нам с вами известны. И здесь есть Хирузен, здесь есть Хибака, по-моему. Вот они в команде... Как она правильно читается-то? Тандер какой-то, видимо. Тан. Где Форза? Помойки. Кто-то, по-моему, еще был из СНГ типов, нет? Или это все? По-моему, еще были какие-то СНГ типы. Какие-то мелкие типы были, которые раньше были совсем молодыми шкетами. По-моему, кто-то еще был. Ты в роли комментатора себя пробуешь? Что значит пробуешь, чувак? Я столько откомментировал уже, что пробовать мне незачем вообще. Так, что за клоун в чате? No need or reason for them to try and chase down a center position. For starters, they know they're late, but also Heroic are so terrifying when playing on the edge. So even if there was something center available, how about... Как его забанить нахрен? Хотелось бы забанить, но ладно. Бог ему судья. Кто из наших играет, я только что перечислил. Я комментировал каждый ПКС, я комментировал кучу своих кастомных игр, которые я проводил просто сотнями в 2018-м, 2019-м. Я свои турниры организовывал. That's the Finnish rally skills, I suppose. Ужас. I agree with you. I think that normally you would be really afraid to fight a team that has max utility. Their vests and helmets are completely fresh. I would say Heroic are one of those teams where if they've just won 2 team fights and they've lost some of that utility, but they've just fights and they've won it, I would argue that historically that makes them когда-то был резон, интерес в этом, когда-то
У нас был огромный онлайн. По 2-3 тысячи человек. Так, не забывайте лайк свой прожать. На самом деле, я что-то вижу много новых тегов, которые я раньше вообще не видел. То есть, кто у нас? Энтропики, Фейзы, НЛТ, НС, Нави, вот Хавал, неизвестная мне команда, Ликвиды, Бибели, Скиды, так, TR, это чё? TR, возможно, знаю. Так, Хероэки, Фут. Что за команда Фут? Тоже не знаю. Таны, Тандеры или кто там они? Тоже вот эта команда, где Херузены и Хибака. А дальше список нам убрали. Вот Реги команда. Людей знаю в них. Это турки у нас. Людей знаю, тег новый, видимо. РТГ и СЗ тоже неизвестные мне теги. Что? Это у нас хардшифт вверх уходит на сторону Алькантары. Но вообще такая зона, она не редкая на самом деле. У нас перфект у нас выбивает Диггери из тачки, это плюс-поинт, это хорошо. Это первый фраг для команды НЛТ. Ну, вообще они должны Эдди догнать и убить. Но, видимо, решили лучше занять позиционку, нежели гнаться за одним поинтом. Ну, вообще, если бы сбили колесо, возможно, его бы развернуло. Надеюсь, Смэш там не задрайвбает сейчас, Лу. Вот еще одна команда турков. Раньше играли под тегом ДА. Ну вот, да, и команда Thunder называется. А, это тоже турки. Недавно мы их в паблике разваливали, кстати. И МТБ тоже очень часто с турками встречаемся в паблике. Ну, как паблик, в ранкеде. Ой, Скофилд сейчас откиснет. Но ему не выжить тут вообще никак. Да ладно. А скиды там чё? Слепые или глухие? Я не понимаю. Как? Почему он жив? А что делают вообще ТРы? Они совсем потерянные, катаются по карте, непонятно, что хотят занять. Он уже... Мерт уже один тут остался. Ему сбили задние колеса, это корыто без заднего колеса-то особо-то и не поедет. Его точно... Для Али тут фраг. В итоге все ТРы рассосались по карте. Как попало. У них всего 39 киллов. Это практически самый плохой результат в всей группе. То есть они третьи на дне. Я так понимаю, энтропики очень уверенно себя чувствуют в этом лобби, но я еще не видел, кто в составе команды, честно говоря. Спасибо за фоллоу на Трова. Ну, очень хорошо выбили они его из тачки. Не знаю, что за чел. Вообще не знаю эту команду. Никнеймы для меня неизвестны. Плохая хае. Но его сейчас заберут. Он ошибся. С горы должны его добирать. Клип должен его увидеть. Скофилд все-таки развалился. А клип что, не видит? А, ну клип тоже, видимо, за камнем его не видит. Так, где у меня интересует НЛТ, куда они проехали? Они под горой. Нави у нас хорошо сверху заезжают, там никто им не помешает. Тандер тоже расплитаны жадно, конечно. Но находятся они, в принципе...
А, кто там в энтропиках? Айваса увидел, еще кто-то. Так, пивас, значит, в энтропиках, а кто еще там? No, it's gonna go north, and they're already at the gun. There's only one play that is full speeded up to the guys up the north side, because that's. Че, камеру вниз опустить, не? Yeah, I mean that's because they're doing it this early. Because it could have been risky. Let's look at a lot of people getting shot at. The Laza finds one, goes down. Return code Marco finds off. Smash finds one too. Despite them being the ones to engage on this, they're actually coming out victorious. This is surprising indeed. Only Merc left, and if you remember, Merc was the one had to head all the way Ну, up to the и Тиеров mountain. просто обоссали тут. Я не знаю, что они тут в этой яме вдвоем. Одного Тандера они нокнули, и все. А, вот, чел, Салик. Он же СНГшный, по-моему, тип. По-моему, да. Exactly, you're gonna need that for Джим за зоной, надо что-то делать ему, если у него транспорт или нет. Слушайте, недавно fast enough to keep his teammate alive. в ранкеде убили Джимса. I saw on the map Джимс, Ибица развалились. Я закончил. Он такой токсичный, капец. Так растарахтелся на русских, что у нас типа пинг такой секой, что с нами играть невозможно. Что он типа хейтит тех, кто из России играет. Черт. They're gonna be backfilling on everyone, and there simply isn't enough space on the west side for them to maneuver through. And it looks to me like Sakura Sanson, despite moving in this late, are trying to kind of do the same thing. They just know, I mean, we're coming in on the backside of this mountain. We have no info. We need to stop and scout. Неплохо Бими попал. And he's not just letting them go past. А как Джимс перед ними оказался? Out of bullets! There we go. Он еще 2 поинта залутал. Нифига себе, жулик. Critical points here for Team Liquid. Remember, they're in the top 6. They're having a terrible game number 1 here to start us off today. And what do I always say, Toby, about good teams and great teams? Кто сейчас играет Нави? Али, Экземпл, Квизи и Мелман. That was as much of a freebie as could be. That's for sure. And Tropic, again, talked about them just before they wrapped in from the north side. Kind of doing the similar. Это Торнадо Энерджи Шторм. Ой, или Торнадо Энерджи Баттл, не. Да что такое? И Кота плюс кашель у меня. Что это? Что-то напало на меня. А, Нейлоп, Кубы, Кубые. Кто там еще? Айвас и Лукарокс, ну понятно. Ну типа... They're gonna have to reevaluate their options here and maybe move quite quickly indeed. Navi pushing onto Entropic now. Remember, these are Густав нокает Эскви. Navi didn't start here. Ents were around, but Entropic also. Нави сверху, по-моему, спокойно заезжают. Там, конечно, сосиски у них типы сидят. Куда они там поедут? И сосиски типы... подожди, про сосиску не знаю, про ангар. Вон скейды в ангаре сидели, да? Очень интересно, спасибо. У нас Нави еще full состав. Я так понимаю, энтропики будут файтиться, не пускать Нави. У Нави плохая позиция. Они сейчас под ними в ЛГ. Ну такое. Я надеюсь, как-то Тандеры еще начнут на энтропиков фармить. А дальше, если они на энтропиков идут, там... А вот, Тандеры вышли на энтропиков. Мелман получил нок, но его подымут без проблем. А, подожди, за зоной он сейчас будет. Он умирает. К сожалению, нокаться нельзя было. Поехали Нави в сторону ангара. Там они должны поиграть в рельефе без проблем. За кого болеем? Ну, болеем за НЛТ, болеем за Нави.
waiting for it. In the meantime, as you can see the background there, Heroic, they full speed sent it into the same field we saw Schofield go down in before. They have made a play for the open, knowing that they didn't have a whole lot to play around the southern side. But, well, thought he was going to get pulled up on. Didn't happen. Nice to always be ready with the net. Indeed, and that was actually cooked relatively well. Just the Ну, реги сейчас хорошая яма. and the car gets knocked actually А что энтропики делают? for a while until the traffic come by, and that is the quickest squad wipe. Камон, как? Cars involved. Как энтропики сделали это, не потеряв ни одного чувака? Super quick squad wipe. Просто в ноль обосрали. There were like 3 car knocks. Я в шоке. Они так успешно сбили двоих. As soon as we got into it, was Как они заехали? Но сейчас Хирузен должен их дофармить. Я надеюсь, он даст какую-то сочную хае. У него еще 2 хае и молик есть. Но если его сейчас начнут фокусить справа... and they hurt the cars. They have to be fast on Хорошая хае должна быть. You don't want to have gatekeeping you. Отлично. Tropic sitting right here, Thunder, one nade lob forward. Erusin finds the first. Но Хирузен сюда должен пригласить своих типов, чтобы они пофармили это. Алло, у вас тут 4 поинта, пацаны. So Thunder here, being opportunistic. Почему никто не хочет поддержать этот фарм? And you could У тебя есть молик, Хирузен? Камон, hello. this fight as well. So a lot of pressure on Thunder at the moment, but they are in a better position. We'll wait and see what they can do. This is the battle for the south side of the circle. Не, ну энтропики тут сейчас на лайкичах на самом деле вынесли их. To see who gets ownership Я of the так south. думаю. There's not much cover here, so I don't anticipate 2 or 3 teams can easily live in phase 5. No, the El Poso escape is going to be dreadful for everyone involved in it. НЛТ, походу, дай. They have a lot of teams waiting for them on the Спайра сидит за зоной, хилится. Salik, Nate lobbed on forward, not going to bounce far enough. Tusta and Matt Abel. Нави, экзампла добили, по-моему, даже. Так, не забываем про лайк, мужчины. Да, стример. Не знаю, почему Тандеры не закрыли яйков. Хотя бы 2 должны были закрывать, я думаю. Они такие, они так... Ну, они отдали просто свои поинты. Мне кажется, они боятся, что ли, файтиться. Не получается у них. Или чё? You gotta settle for second or third, or goodness knows, no prior positions available. So the speed of calculation there and the decisiveness of how you move out, so important in PUBG, and almost certainly determines who ends up in the circle, sort of phase 4, phase 5 in these tactical battles. Right now, though, we're going out of El Pozo. Navi... Мерта все-таки раздавили к чертовой бабушке. Oh my goodness, this is like fish in a barrel. Ну, это фарм хотя бы какой-то для остатков Нави, для Лейквизи. Пока у них еще есть место, где играть. Хавлы тут в полуопене. Салик в ноке. Квизи, видимо, в смоке не видит. Смок рассеется, он должен добивать. Хотя, скорее всего, РТГ сейчас рассыпется полностью. Салик выползает на инфу. Сейчас его будут доедать. Фекс. О, Квизи нокает Райнера в упоре. Фекс в зоне, Фекса подымут. У Нави, походу, нету раскидки, они не могут ниже играть, они будут full open, там еще фейзы за камнем стоят. Или они там за автобусом, туда, в общем, нельзя выходить, но... Нави сейчас должны закрывать Хавала и фейзов и умирать, по-хорошему. Хотя, если они их закроют, то они будут, в принципе, могут играть по низу, вроде у них там есть рельеф, но это не точно. Они вообще под всю карту открыты, под право. Фейзы в опене бегают. Главное увидеть. Почему тачку не сбивают ему? Ну, Херуяки, они не дадут пройти, сыграть Нави никак. Если только они закроют фейзов и Хаула, и тогда на своей тачке смогут уехать ниже. Если не закроют, то вы вылетят с тачки.
Минус Айвас. Минус энтропики. Энсы на уверенности закрыли энтропиков прям. Нам, конечно, частично это. Ну вот, что я и сказал, собственно. Тандер и Фул состав живые. За зоной. Им надо куда-то заезжать, они должны с машинами быть. У них есть две, как минимум, машины, я точно знаю. Если они их не просрали, конечно, в опене не поставили. А Фейс, Фекс и Эйдзи живут. А кто про них знает? Кто их нокал? Ну, Пейдж хорошую хае дает. Нет, не хорошую. Перекинул. И эту тоже перекинул. Надо, вот потаймил бы, обоих бы забрал. Рус, привет. Здорово, здорово. А, ну походу Тандеры просрали свои тачки и по опену бегут куда-то на BBL, но... Ну, какая жопа. А куда? Почему они тачки просрали свои, непонятно. Да что такое? Сейчас инцы будут с BBL-ами файтиться. А, хотя Новик не дает, да, нормально разыгрывать пацанам. Контролят скиды. Ну, они в зоне, как бы инцы пока им все, у них все нормально. Рассосались, чтобы их хаешками не взорвало. Вот сейчас на звук кидает Новик молики и поджигает Растанмара. Растанмар один шаг назад, и он загорится. Вот он загорелся. Но он себе смоук откинул, поэтому все в порядке у него. Ну, сейчас инцам надо по правой играть и BBL закрывать. При этом, чтобы скейды их не... ну у них есть две тачки, но на тачках нельзя. На тачках нельзя. Я так понимаю, сквики байтят на себя. Байтят, что типа на тачке сели. Они дали смоки, но Новик заспотал все-таки Растанмара. У Растанмара у нас первый вроде ног, но его дожирают. Ну, энсы в диспозиции, естественно, для BBL тут все плюс-минус хорошо, удобно. Но Эдди надо умирать за зоной, я так понимаю. Ну, сейчас скиды его заберут. Ну, это читалось. Нуки отдается зоне, или... хилится за зоной будет, он набрал медицины. Так у него всего 2 аптеки. Я так понимаю, команды логи читают, они знают, что он еще живой. В любом случае. Ну и все, сейчас Новик его заберет просто, и все. Хорошая голова. Getting the fast share of those. We're down to just 3 teams. Skate's been able to, well, sit at the warehouse for a while, so I would suppose that there haven't been too bruised up. Obviously, ну, слушайте, тут вообще такой кайф для хероеков. Типа BBL жестко напрягают, BBL не могут играть, BBL скейды прям душат. Плюс еще Пейдж выходит. Но... я не знаю. Не знаю, какие шансы у турков. Если только сейчас хероеки закусят... Ну, слушайте, ну, я не знаю, как хероекам проиграть эту игру. Я вообще я не понимаю. Если только нокаться сейчас начнут налево-направо. Типа там есть авик, конечно, но... Ну, просто скиды тут по опену сейчас к ним пойдут по смокам. И, ну... Камон.
Плюс, если они будут тормозить, BBL начнут их напрягать. Им приходится, смотрите, им приходится ждать BBL, пока накроет их синька. Но при этом BBL могут дольше находиться в сейве, нежели скейды. Скейдов будет выталкивать на хероиков. Ну, им надо уже, наверное, начинать смочить. Иначе я им тут... Если бы скейды сейчас закрыли турков, они бы с таким кайфом играли на дороге, на самом деле. Но они уже потеряли пикселика. Смэш сейчас нокнется. Остался Тандер. Тандера надо закрыть. Оф. Ну да, очень сложно было героикам тут проиграть. Так, я хочу... Так на экраны все настроить или забить, не знаю. Хотелось бы красиво сделать. А чё у меня на первом плане? Сейчас будем первый план переделывать. Наверное. Там есть какой-то фон? Есть какой-то фон. Так, сейчас я найду нужные мне... А шо у Патрика с лицом? Что за вебка? Мне кажется, его искажает. Вам так не кажется, мужики? Так, мне нужна картинка, чтобы сделать красиво. You already know that Heroic's just gonna come there and clean things up. Of course, it's great to finally see Heroic being able to put a chicken dinner on the board because it's been they're due. Let's put it that way. Avenger, would you say that the Skate BBL5 mutually assured destruction there? Yeah, 100%. Like Skate was obviously hoping to take out BBL fast. Да где-то я точно скачивал. That we saw Heroic have, but with that circle shift that Heroic was the only team inside, it was just super rough to play. Lovely pull-ups. I love how Где у меня эта картинка? into a really good late game position with this pull-up here in Team Rage. That ensured them a good placement and some kills too. They managed to get a lot of kills from that position early on. Here James obviously also getting a little bit of extra points squeezed out for Liquid, but Так, мне вообще, я вообще хотел колен сходить сделать так-то. He did call out. He needed his two players on his fantasy team to do well, and that's what happens when you double dip. The two players that you double dip with, they die early. That's unfortunate. Не знаю, что вы об этом думаете. I actually didn't see it was that fast, but that was funny to see from Metropic. But I'm happy that Heroic managed to step up here. I talked a little bit with the page, and they were like, we actually saw some tendencies. Блин, где же эта картинка у меня? To take advantage of here, and this is one of them. They're able to get into a good position, as Frost said, from circle 4 on when it popped, and they just sent it because they're actually on the southwest side of El Paso, right? So them being able to get in there, have a good 2-2 split that were able to cover each other, actually won them this game here. They did not have that many kills, but this is a guaranteed 16 points for them, and also a guaranteed 10+ point for me for my fantasy team because he actually pulled up. I mean, I really like how they pulled it in there, though, because we seem to struggle a little bit, playing the edge, trying to fight their way in through that side, and it's been really rough for them so far, but this is the kind of moves that they need to do. This is the kind of move that we've seen time after time from a team like Entropic that has been very successful in this tournament. When they can play the edge, they know it's going to be filled with teams. They're basically just going to send it into the center there and try to take something that is going to be open. It's not going to be a primary spot. It's going to be a secondary spot where not a lot of people likes to play it. But at the same time, it's a secondary because it's a little bit worse to play. You're not going to have too much hard cover. It's not going to be a compound. Так, а сколько там перерыв вообще между играми, мужики? Кто-то знает? Я бы просто реально хотел сходить сделать кальянчик, чтобы тоже с кайфом с вами тут сидеть. Oh yeah, definitely it will. I hope it will at least, considering what we've seen from him so far.
they on Sunday they had one of the worst days ever. Not just here for them, but overall in the tournament. They had 20 points throughout the whole of Sunday, and that kind of tells you how bad of a day, right? This is the first game coming in here today. They're already getting themselves 16 points on Так. board, and this is the Окей, heroic давайте that we делать know, красиво. and this is the heroic that we want to see. But Avenger BBL getting some really good points there as well. They're sitting up close in the top 7, so they're going to be very happy with that. Yeah, super stacked for both BBL and Skate. It was 15, 16, and 17 points in general. Nice to see GMT in the Так, а top. чё я не могу The ничего damage was сдвинуть a little нафиг? close to. It's actually in general really good to see GMT and Skate doing well. They're able to start off, and I just wanted to kind of pitch in on the heroic thing. Them being able to start off in the first game like this is a little bit scary for the other teams, because usually when heroic gets the ball rolling early, they are able to take that kind of morale boost and then confidence and build it into the next games throughout the day and also the whole weekend. So that's probably going to be interesting. They started off with 72 points, I believe, and now they're already on 88. So let's see how many points they're going to be able to accrue today. GMT, the most points for the Twire here, 5 kills and 800 damage. Камон! Как это сделать красиво? I mean, I'm always happy with my team. They do a good job, except when one of them takes the other out. Gustav, we're looking at you. But I mean, one of the things I would like to talk about is that early altercation with Team Liquid. What happened there, Froz? Because they lost 2 members less than 5 minutes into the game. Yeah, it was a little bit of an unlucky rotation that happened. They got a little bit too close to the compound where Howl was holding it down. But at the same time, what we're also seeing is a little bit of change in terms of the playstyle when it comes to Liquid itself. You can see that James is kind of doing what Batulians is doing a lot of times, trying to take the high grounds, trying to scout out a lot. And that is something that is very new to Liquid that we're seeing. And I think that they're still trying to adapt that kind of playstyle and figure out how to make that work. Пойдет? We'll have to find out if they're going to be able to make it work, because we still got 4 games for them to try today. When we return, we'll take a look Это at вот the на время standings перерыва, and see how блин. game number 1 has impacted those points. We'll see you in a Ну minute. и рожа у меня что-то сегодня к вечеру. Ну что, я за кальяном тогда? Так, ну чё, чат, вам норм? Пойдет? Почти везде попал вроде, не? Ладно, пошел делать кальян. Не теряйте. Welcome back to PCS6 Europe, and we are moving into game number 2. Let's take a look at the standings. We'll figure out how those points that the teams were able to get in map 1 will impact that. And of course, didn't do much at the top though, and Tropic's still sitting pretty. Yeah. Frost, do you want to say something? I mean, yeah, they only got themselves 3 points, of course, but at the same time, when they have a cushion like they have right now, it doesn't really matter if they have 1 or 2 bad games. So far, this is tangible with the few bad games that Entropic has had so far. I think they've had 4 before this game, so this was probably the 5th bad game they have. And when I talk about bad games for Entropic, it's basically
a 3 to 4 point game. Normally, when we talk about a bad game for a team, it's gonna be 0 to 2 points for the other teams. So despite this, Entropic is still holding that lead a little bit, and if they can keep on doing like this anyway, it doesn't really matter because they've already accumulated so many points in the previous games. But also our mid pack here is getting bigger. Heroic kind of joined that mid pack with 88 points, and we can kind of put it all the way up to ends. I would say with 110, it's 22 points different from 3rd down to 10. So it's a big group in general here, Sam. FaZe catching 5 points on Entropic. If that continues, we have 14 more games. They will catch them, but it's doubtful that Entropic will continue to have these kind of blunders of games. Interesting for multiple teams to join in. We're getting Navi and BBL to jump in to the 100 point or the triple digit point club here. Skate getting close to that too. And in general, a super jam-packed left side here with the exception of FaZe Clan and Entropic, of course. That's very impressive, Avenger. You can do maths while talking. I went completely silent. Сегодня у меня мармеладка с колой, Мэтт Пир, на глазури, чат. I mean, the thing is, a lot of these teams, the top spot is nice. You obviously want to win, but for most of them, they just want to finish high on the leaderboard because PGC points, right? Avenger? Yeah, of course. Massive amount of PGC points. Huge, like it's 450 for first place. You're basically guaranteed to go to PGC as one of the representatives here out of Europe. Second place also, I think it's 270, which was around the cut. I think 275 last year was the cutoff for PGC, right? So getting second place here practically also nearly guarantees you a place for PGC. It was a bit different last year because we obviously had Northern Lights swallowing a lot of the points from the top, the guaranteed place in the last PCS and the first place in what equals to PCS6. So I think the bar will be slightly higher this year, 300, 350 in terms of the qualifying, because what it looks like so far from this tournament, I think it'll spread out a little bit more. I don't think we're going to see Northern Lights win 3 out of the 4 PTC points tournaments. Froz, we're moving into the second game. Where do you think the circle's going to pop? Where the circle is going to pop, I want it to pop down on the southern side. I really like that kind of area where you have the brown area on the map itself because it's a very versatile, very open area, and it gives to a lot of good gameplay down there. Toby, Jarisa, let us know. Is Frost right? Is that where the circle's popping? Well, I mean, with a playing path like this, Sam, it very well could. Again, pretty straightforward playing path. I must say, though, as kind, Joro, as these games have been over the last weekend, with also providing us with somewhat, comfortable circles, that first shift, I mean, probably even more so, the second Northwest hard shift, that was brutal. That was very, very brutal. So let's, for the players' sake, hope that it's gonna calm down. But for yours, for mine, for the desks, for everyone but the players and the coaches, I suppose, sake, let's get something crazy. Oh, what would I like? Something crazy. 4 to 10 o'clock. You're right, though. The shift to Trailer Park was a little bit messy. I want to see a circle that's like the hills above Puerto Paraiso. That would be the coast unusual and very, very messy indeed. I think it's mainly because the teams don't normally practice for that sort of thing. It is so rare. It would be so interesting. And I guess that sort of counts as down south, right? That's southeast. The southern, I guess. Игра началась уже, да? Everyone happy. Southern side. It's all right. Let's see now, Quizzy. Well, spots 1, spots 2, spots 3. Unfortunately, it doesn't quite have the angle. So he goes, nah, you know what? Not really worth my time. Let me just go back and loot it on up. Because, well, as you can see here, the circle has just jumped straight down on top of Navi. So we'll see how they opt to play around this one. It's always so interesting to me when you have, because I mean, last game we saw everyone trying to grab a piece of the center of the circle. This one, I don't think it's going to be the same way because you have big Minas Mountain in the middle. That's going to be one big, nope, let's not go in that direction because they'll see us on approach. But also because despite Minas being as big as it is, teams don't really usually opt to play around there early on if they aren't either already, I mean, like Navi now in there or real close. So this is going to be one of those games where the edges are actually going to be much more filled with players as opposed to what we saw in the previous game where an ends had like an entire kilometer of space to themselves before they saw a team, and it was the same thing for footballists on the southern side. This one is going to be more spread out, which also usually makes for less chaotic phase 2s, pretty much regardless of where it goes, simply because more teams will be ready for that potential hard shift given that they're closest to the edges.
basically only one team coming down from the north in phase 1 last game, and that was ENCE. In game number 2, we could realistically expect 2 or 3 teams, maybe even 4, opting to go for a wide rotate up north if they choose to do so later on. And those Minas Mountains you're talking about as well, as soon as any game goes to the east of them, every single team's going, quick, everyone needs to camp out south of Junkyard, because we've seen so many circles end there. But when this is phase 1, like, it can end up being so different. And one of those teams will be looking to grab that position early, and sometimes they're great at getting into position early and really holding that out, is BBL. These guys have had so much competitive PUBG experience. They know what they're doing, and given the right circumstances, they frag out hard as well. They've struggled in a couple of the games in this tournament so far, Toby, but we've also seen them win some as well. And they're showing glimpses of some of the proper contender for title kind of team here. They really have shown us some games where they could do that. I think just go literally like 15 minutes back, there in no world should BBL ever have come second in that previous game. But it goes down to, I mean, obviously it's a team effort, and it always is. But in that particular case, Thunderlust really, to me, I mean, off of all the players on BBL, we know what Code Marco has done. He's been like a year and a half back. He was probably one of the, if not the best fragger in all of the EMEA. At least many people coined him to be. Smash as well as had highlight moment after highlight moment across his career. Thunderlust is one of those players that in this tournament in particular has just popped up and shown up when I don't think a whole lot of people expected him to. He's clutched out situations, maybe not game-winning moments, but being able to turn a decent game into an absolutely amazing one. That one as well, getting the 2 knocks, confirmed kills in there, and the placement pointed in as well. The fact that you can wrap up an additional 3 points in the game in the very last, like with your very last bullets before you go down to the blue, absolutely insane. Absolutely insane. So Thunderlust to me has been, honestly, I mean, probably the BBL MVP of the tournament so far. Well, considering I have him on my fantasy team, I'm very happy that someone else has said that. But I agree, he really has been on form consistently as well. It's not like he gets a lot of kills in one game and then suddenly has a couple of quiet games. It hasn't really been like that. He's just consistently been the talisman for his team here at PCS6, so it's great to see his teammates also help bring that back up. Если сейчас Энтропик вин, то дадут 100к ЕП. Ну, я за НЛТ типа голосовал, не за Энтропиков. Мне в целом пофиг, конечно, но... Так, напомните мне через 5 минуток сгонять... О, стоп. Напомните мне через 5 минуток сгонять... угли взять. Я имею в виду, это катка на 100к ЕП. Ничего не понял. Почему? Объясни. On board now with Road to Glory. They had one knock earlier, BNR. I think that might have been a vehicle-related mishap, but that's all sorted now. They are very much out of the range of everyone else right now. Oh no. Уф, типа выбили нормально. He pressed F. That's can we get respect, I was just gonna say, chat, can we get some Fs in the chat? We need Fs in chat for that. Can we get some Fs in the chat? We've all been there. we laugh it off. We're like, you laugh at him now, I'm sure, but we've all been there. Don't tell me no one in chat has ever pressed F at the wrong time. Oh, and come on, like when you... Okay, this is a long time ago for you and I, but remember the number of times you're first having one of your mates play the game and you go, oh yeah, you just open the door to the car and hit F, and you just knock it. Мы можем с вами... That's a lot of F. Блин, ну Одесский, ну какая вебка нахрен, ладно. Общается там, сидит. Хотел немножечко похалявить, не получилось. Так, я надеюсь, кстати, турки, которые под тегом ТР, не будут такие растерянные в этой игре. Потому что, ну, я был в конкретном шоке от их ротации, просто жесть. PCS6 ротация просто, и хер пойми какая.
survive early on in tournaments, but bounce back later. Now, they're sitting, I mean, obviously we already have their point, but even now, they could have been the teams further down the leaderboard in, let's say, Heroic's position, and then come the last couple of days, they would just skyrocket straight up there. So if they still get that skyrocket day, despite already being this far up the leaderboard, that could, like, if there was a team to surpass Entropic, that's face on a good day. Я, говорит, проголосовал. Они турнир должны выиграть, а не катка конкретная, чел. Вот выиграют турнир, получишь свои деньги. Не выиграют, не получишь, все просто. А игр у нас сколько? 30? Ну тут тяжело будет энтропиков догонять пацанам вообще просто. Я не знаю, как отыграться НЛТ, это вообще жесть. How much of that last game was almost meta? Remember when Batulins got knocked early on? Yeah. You just have to think specific teams playing against specific plays by specific players in a game of PUBG. These guys really know each other well. Get away from there. Don't. We're not even at the 10-minute mark yet. I can't risk you going down and giving me minus. Ой, перфект, нельзя нокаться. Get away from there. In the meantime, RGG or Skate might want to get away from here too, because EB now. Все, Ибица минус, я так думаю, если пикселик не успеют. А они даже и не едут. Едут и не едут. Ой, как он лезет, как опасно. Переигран Ибица вообще, как он не понял. Он, может быть, надеялся на Новика, что он типа смотрит, что к нему не залезут. А чуваки взяли, залезли вообще, там даже чувак не контролил. Офигеть! Ну, тут полностью обостран тиммейт, на самом деле. Я не думаю даже, что это вина Ибицы. Типа, в смысле, тиммейты не контролят балкон бетонки? Алло. А сюда еще и фейзы подкатили. Оф. Дед из дай сейчас будет. И он даже смоки себе не раскидывает. Он все, он сгорел. Почему он не дал смоки? Почему раньше не дал смоки? Что за бред вообще? Ну, тут таких не прощают. Должны были быть смоки раньше намного. Тиммейты должны были дать смоки. Он просто рядышком под тиммейтов лежит, они спокойно ему дорогу смоков могли дать. Находятся в центре зоны, им надо держаться за эту позицию, а он просто умирает там. Ну, может, он инфу не дал, я не знаю. Вы посмотрите просто, как тиммейты играют и как он умер. Я в шоке, честно. Может, у них какой-то языковой барьер, порог? I don't know. Так, насчет углей не забудьте мне напомнить. НЛТ просто летят к Спайра. У них хасиенда свободная. Они, походу, в малую хасиенду залетают, да? Туда же ликвиды снизу, но тандеры. Куда ты развернулся, дабл? Ладно, он выживает. Куда? Церковь будут занимать тандер? А, они и так в церкви сидят. Ну... Турки еще одни едут. Слипи Зерк. Все, он Слипи Зерк умирает. Его сейчас развернет. Любой его поворот его разворачивает. Он умирает. А, что? Ну все, его типа развернуло, он не смог. Они умерли, эти турки сдохли. А, там сверху кто-то каверит. Там сверху Нави руинят с кейдам. И возможно даже что-то у них получится. Но не у Слипи Зерга. Да, слушайте, вообще они так ворвались, что они должны были сдохнуть сразу. Но за счет того, что не дали скидам нормально их принять сверху, все перевернулось нафиг. Я за углями, чат. Probably should tell him that his teammates are currently fighting inside, but he is, as you can see here, is having a fight of his own, trying to stay alive with a ton of different teams shooting towards him. And once again, it's going to be Face Clan trying to do damage from the side. BBL in the meantime, well, we knew they were going to have a hard time rotating in from that southern side, but here they come full speed forward, wanting to regroup with their teammates. Might be possible, depending on what Sakura sends now.
So if anyone now is still asking themselves the question, why did Team Liquid move a short distance and then opt to stay where they were? This is why. They were also on the southern side, and they've managed to dodge all of this chaos because of where the circle is moving in. Northern Lights have taken Hacienda itself, by the way, and I can hear people in chat going, yes, we've hot dropped Hacienda for years. Now the trading's paid off. Don't think it's ending there, but I'd love to see that. That would be fun. You never know. You never know. You know, it's a pretty terrible set of circumstances when you're forced to play one shack in phase 2. That kind of just that goes to show the brutality of this, because had BBL had a, I mean, there are still available compounds and positions that are playable on the north side of the circle, but as I was saying before, because everyone was coming in from the south, because no one had a chance to scout, it's simply too risky to try and full speed send it through an open field with half the server shooting at you just to get to a compound that might as well be taken at this point. And then from a distance headshot there, and then gets the second one as well. The headshots, you know, like, You don't need more than a 4x. You don't need more than a 4x. Example with a 3x here as well as an RB. I mean, they're just being a pain in the butt to everyone down. Oh my lord, can we get more crazy shifts? Let's go. The good thing about Как же NLT нормально заняли Haciendu, я вам скажу. Hacienda хороший спот в этом месте. У нас все лево фри, туда сейчас ликвиды заедут с кайфом. Если Нави... Нави поди-ка стопнут в бочках, дальше не рискнут ехать. У них типа нет инфы, нет, едут дальше. Понимают, что нет в домах никого. ТРы залетели к инсам. Здесь же какой-то чел, сольник. Походу жадным сплитом сидели. Но ТРы сыпятся. Просто сыпятся, как корм какой-то. Уф. Просто в ноль рассыпались. Почему? Обалдеть. Это что? Просто на ноге BBL пришли в ангар и добивают скейдов. Сейчас будет с РТГ файтиться. Здесь Пикселик подкрысил чувака. Какой же ты, конечно... Ну, BBL тут всех закроют, я думаю. Да, тут что, BBL просто остался подножный корм, грубо говоря. Один Пикселик и один чувак из РТГ. Надо только не потерять, никого не потерять, и все. Вы посмотрите, он еще и с пулеметом. Так, не забудьте лайк прожать, мужчины. Ну, его прочекают, я думаю. Его должны чекать. Они решили не пушить его тут. Сники Снейкс. Ну, БНР, наверное, помрет, мне кажется. Все, про него есть инфа. Сейчас ему что-то полетит внутрь, в комнату. Он сам себя отрезал. Неточное ХЕ. Вы посмотрите, как хавалы заезжают. Я что-то в шоке вообще. Так, все, РТГ умер. Про Пикселика знают. Пикселика сейчас будут убивать. НЛТ очень жадный, широкий. Сплит. Ликвиды заехали просто в центр. Вы понимаете, что зона где-то плюс-минус здесь закончится. Здесь, вот где-то плюс-минус тут. Мое мнение. И я думаю, что ликвиды сейчас приехали просто в то место, где они сейчас выиграют игру. А Пикселик еще может скрысить BBL какого-то. Энсы второй раз, походу, сейчас успешно задефают этот кемп. А, ну вот он и закрысил коды Марка.
They were both waiting, and Pixel was just waiting for Code Marker to get into the car. Так, мне and кажется, that что я was воды в колбу мало налил. Code Marker, you have to feel sorry for him there, but Pixel, the tenacity. Жесть. О, жесть! Ой, бибели рассыпались просто. But if he did, that would have been insane. That is 7 kills. Cool as you like for Pixel. And Smash goes down instantly to Blue afterwards, so Pixel almost had him too. That is insane. For starters, should have never happened, but of course, I mean, when you have Pixel's aim and BBL doesn't know where he is to start off things, Wow. we talk about the element of surprise and could not have been utilized any better. Now, in the meantime, FaZe try and rotate their way on into this one. Surprise, surprise, here comes 8C. Oh my god, that is not something Сейчас бы you так wanna see. торопиться, чтобы в колбу воды Unfortunately, налить. Mika goes down Меньше, as чем well as надо. Thunder eliminated. Can you imagine Latkar moving out? What a sight to welcome you there after trying to do so much damage. FaZe Clan survive then, but this hard north shift, it's not over yet. Everyone is still rotating. Ensign, Sakura, Zenson have a tenuous agreement to share this compound. Everyone else still basically in trouble. How in the world Thunder didn't come out of there victorious is surprising to me, but well played by FaZe Clan to at least get to keep 2 people up and inside this circle. Let's see now. Navi peeks on over, and Tropic obviously realizing they have people up close. Let's be ready for this one first. Nate goes a bit too far. Quizzy makes the peek on over. Damage does come through with an HMC. The kind of the 2-layer approach that Tropic's got here. You got 2 people in the gut up close. Make that 3, and you have Nailab over the hillside, applying pressure from above. Nailab, of course, finds more Ivers there to find the second. Good flashbang, though, to force them back down the hill. Нави развалились. Ivers there once more. Как энтропики их закрыли? Куда они приехали? Нави закрутили вверх, да? Какая ошибка? Если бы они знали, что у них весь низ практически сплитом сидит и весь фри. Они думали, типа, хардшифт вверх, сверху свободно. А не тут-то было. Все лево было свободно, и весь низ почти был свободен. Ну, а НЛТ потеряли кого? А когда НЛТ успели потерять мужчину? Перфект где-то вывалился. Ну, ликвиды, я говорю, выиграют игру. Хероики и ликвиды... Имба позиция. Единственное, если зона сейчас уйдет на гору, то ликвидам будет несподручно туда пушить. That's James not being allowed to leave that container until either he dies or Entropic dies. There's no way they allow... За кого болеть? Это наши Нави, НЛТ наши. Селти сгорел. Энсы хорошо дефают этот кемп вообще. Молодцы. Ребят, го 100 лайков дожмем. I mean, He-Man could try and run in 1v4, but I feel like he's gonna get third party before Ents even get shots on him. Можно пса еще, кстати, позвать. That's the issue, right? I mean, Heroic's been shooting at everything, but at a distance. Oh, one tick. He-Man gets to stay alive. Do you get more points over this, or potentially even a kill? Let's see. Kill does block a few bullets, and no, unfortunately, Takes-Two is there ready and waiting, so nothing more will happen for Sakura Sensen as they fall in 7. Походу я старею. Ты чё стареешь-то? Спайра по опену чешет. Спайра выжил. Спайра в зоне. Батулин в зоне. And they're split as well, Toby. They can't even all use the same smokes. They can't share. Yeah, they need Batulins to find some crazy offense. Энсы сейчас будут с энтропиками файтиться, и я смотрю, энсы уже поймали ног. Хорошая хае? Или что это, молик? Нет, тут без шансов. Перезаряжать все пушки надо ему.
Но энтропики тут все выживут. Флешка имба. Флешки имба. Просто имбовые флешки. Ликвиды идут еще энтропиков фармить. Смотрите. Ликвиды поверху вышли. Но их сейчас хероики могут накрыть. Hard shifting to the 10 o'clock position. Team Liquid, Toby, are going to be so happy with this. After this fight is over, I want people to go back in the spot and see where the north edge of phase 1 was. We have been А как тут НЛТ оказались? Офигеть, НЛТ сыграли охренительно просто. Вы посмотрите, луз болтовка играет. Вау. Интересно, а сделают ли в PUBG возможность потушить смок, потушить молик смоком, как в КС? Было бы прикольно, кстати, если бы это можно было реализовывать. Оу, хорошая хае! Все, и пушить сразу пушить поехал. Но про Фекса он не знает, и скорее всего один из НЛТ вывалится. Лу не знает про Фекс, ой, про Эйдзи. Все, теперь знает. Батулин в ноке, но они сейчас Эйдзи должны добирать. Лу сейчас его заберет. Ой, не дай бог. Хорошая хае. Ай, хорошо, и Батулина подымут. И Батулина подымут. Энтропики поехали. Энтропики должны умирать сейчас. Все, Пивас уже сдох, можно? Да, Пивас сдох. Хорошая хае! А сможет он добраться до них? А слушайте, он дойдет. Вопрос, повторит ли Джимс эту хае туда? Ни хрена там смоков у Кубыя. Хорош. Как же он фармит. Поздравляю тебя, братан. Если все так, как ты говоришь, здоровья тебе. Клип нокает Спайра, но они подымутся, но там уже хероики на них играют. It really did. James, like, look, the takeaway from that, the highlight reel is going to be the grenade. To get to that point that was so beautiful from. Вау, хороший какой! Какой ты красавчик! У Лу тут есть тачка, но он вверх, наверное, уже не уедет. Ой, какая хае там ему летит! Ликвиды сейчас будут заняты энтропиками, там один чел, они будут его вычислять. Но ликвиды выиграли игру. Я же сказал, ликвиды выиграли гребаную игру. High ground for Northern Lights. What can they do against Heroic here, who have to move in somehow? Надо как-то лу спасать, я не знаю. Хорошая хае! Хорошая хае от Спайра! Но она перелетела, там чуваки. Я надеюсь, Дип закроет их. Хорошую хае верхом дает? Прямо внутрь, прямо внутрь. Ай. Expecting them to be there. Does he spot Corexy? Now he does, but it's too late. Nice double headshot coming through from Corexy to find the knock there. Batul and Spiro up over the hillside. They still have cover, but look at this in the meantime. Mexi is crossed on over, wanting to set up for potential backstep on the other side. Yeah, Lou being very aggressive there. Northern Lights now eliminated because Beamy and Corexy just power through them. Lou very aggressive. Вы посмотрите, болтовки появились в компетитив, болтовки! Ё-моё! They could then take the opportunity to push out, and I Хорошо Вард пострелял. weren't very prepared for that.
only place that Heroic can go from here is down to exactly where Mexi is sitting behind that rock, and that's what they don't want to allow for him to do. Чтобы быстрее добивать нокнутых? Ну, Dangerous run on through here. This game looks very, very winnable for the I've four-man set up the strong smoke team. train, guys. We're good to go. типа он решил Here выйти. comes the car, though. Let's see Beamy with the bolt in hand. Does Они get едут на attacked. Мекси прямо. Towards Flip, forces him back. Mexi's on the rock, though. Finds the first one. Does get the second one as well. Кьюрекси должен выпадать. Doesn't quite happen. Still alive for Rexy, at least for now. No, as I say that, Mexi takes him down too. Solid game though, regardless of how this one turns out. Very, very good game from Heroic. Ну все, ему можно умирать от зоны. No, he's gonna deny that. Не отдает поинт. Ну вот, ликвиды выиграли. To non-stop back north circles. Liquid prevails from inside there, and I gotta say, Joel, it was their proactive. It was their Yes. push up the hillside to deny Entropic that won that game. What a heads-up play from them, understanding the action that was going on in the south that allowed for them to make that play. They had to rotate the right way. They had to seize the opportunity to grab the compound that they did, and then they were super good at reading where everyone else was going to rotate and when as well. So it's a victory for the Я не видел по поинтам, что у ликвидов. Let's toss back over to the desk. Хаешка от Джимза была хорошая по энтропикам, но энтропики все равно просто выжимают из каждой игры. Из каждой игры выжимают, и как их догонять, я не знаю. Let's talk about the actual game, because from start to finish, that was a masterclass in how to play PUBG from Liquid. First, I'm actually going to give you this one. It started very early on with their early rotates. Walk us through how they did it. Чатик, 25 лукасов надо еще. 25 лукасов. До соточки хотя бы докинуть надо. У нас с вами еще 3 игры должно быть. They didn't catch anyone, but the circle kept on going north, and we started moving to the next compound. A very small rotation, and not a bad one, because they put 2 on the high ground just west of them as well, so they had a lot of control, and they knew if the circle moves away from us, we need to go. Вот тут, конечно, Мелман подруинил, вообще нормально. Кто наши? Нави и НЛТ наши. What is going to happen if they don't get the circle itself? If they get the circle on top of them in that compound, having the high ground, they're going to be farming. That didn't happen, and they Пикселик тут нормально нафармил. Ну, пацаны здесь поехали, конечно, я вообще с них. But they didn't stop there. They had 2 on the high ground, just southwest of there, earlier, making sure that they had both high ground control and the gas station. The gas station is a very important point towards the end game, because they're so barren. Как же он тут забрал троих типов? На одном хп еще! Again, what Toby mentioned earlier there, with the Булзай на минималках сейчас был или что? That is the weakest spot from the gas station that someone could crash into them, and they knew that, and they held that. Я не знаю, Нави вообще без шансов рассыпались. After that, of course, they taking Нави где-то Entropic. на будке фигачат. Mexi moving down south, playing by that rock. And that was also a very big move, because he could stop a push from someone like Heroic coming down with a car there. And even if they would pass Mexi, they would crash into the compound. Mexi would be able to shoot them in the back. Meanwhile, the rest of the team could shoot them from the front, from inside the gas station. So very well executed game here from Liquid overall. Avenger, Heroic though as well. I mean, they've popped off, they've woken up in week 2. They're starting off week 2 team, of course, here, and the roughest thing about this game. Так, ну что, ждем следующую игру. Land ratio shift. Я сейчас кое-что расчехлю. But the next shift also went north, and it's centered on top of the gas station, forcing a lot of teams to kind of rethink what they were planning to do. Heroic had to push on to Northern Lights. We saw the fight with Ends and Tropic, and overall in general, it's such a nice shot here from Lou, taking out Page. Super unfortunate for Heroic, but Heroic actually ended up coming out on top. They have 10 kills, and they had to deny this. There's no point for them to give another point to a team that they're potentially competing against in the very top. But in general, all the teams that we're expecting to step up here in week number 2, they're doing so. For sure, and I mean, the thing is, these are teams that are all fighting for that top spots. Obviously, in Tropic, they're going to be really happy. I don't know, they won't be happy. They want to win. But finishing in 3rd, they're going to have the points that they need to keep them in that top spot. But now it's really starting to look like everyone's waking up a little bit. And we'll get to see a bunch of the stats coming up. But this is going to impact that top 7, top 8 in a huge way, Avenger.
Yeah, massively. It's getting extremely stacked in the top here. It's in general a fight for 3rd to 8th place now, and it's extremely close. From Northern Lights all the way down to Heroic, what we saw before, and many teams are going to be on those triple digits here. We're going to have a huge fight for 3rd place and down to 9th. And remember, there is a massive point difference on the PTC points and in the prize pool, so it's insane. Heroic and Team Liquid both on 16, and Tropic with a good game, kind of extending their lead a little bit down to FaZe Clan. Those 5 points that FaZe Clan were able to catch in the last game, those are now removed from Entropic having 5+ in this one, so the lead continues here for Entropic. You can see Skate sitting in 6th place there with those 7 points. Fraz, all 7 coming from Pixel. He just popped off. What was that all about? It is not often you see someone pick up the M249 and start playing that. Pixel is one of the few players who will ever do that. And this was the perfect scenario, right? He was the lone survivor. He had 2 teams in the compound with him, and he utilized that so well. You can also see how he was using his movement, trying to make very small steps to not make any sound as well, moving around, but always making sure that he's taking a 1v1. When he knew against BBL, for example, he was always pushing against one BBL player to make sure he's up against one player only, and he can't get flanked straight away. He was always taking those 1v1s, creating those 1v1s where he has the opportunity to win them time after time after time, and which is basically did, except for the last one. But amazing play from Pixel overall in that compound. Definitely Skate. All those points came from him. You better give him a pat on the back. He is, of course, your MVP for this game, and no surprise, it was a good performance. I must be honest though, after these first 2 games, it's starting to look very hot, very aggressive. You know, normally when we start these games, it's a little bit of a slap and tickle at the beginning. Everyone kind of dodges around. It hasn't been the case for the last 2. It's been full aggro right from the start. If you think you can get a kill, you're running off to get it. Is that kind of going to be the pace we're going to see for the next 3 days, Avenger? No, I can tell you exactly why. It's because we have had 2 insane circles here to begin things off with. First of all, the Northwestern shift in the first game was insane. There's not a lot of areas to be played, so the teams are making what they believe is going to be the winning play, right? Or a play that could put them into a winning position, so they have to do that. Also here, once we saw those 2 north circle shifts here in game number 2, the teams realize, okay, we cannot win this game. Then they turn around and they try to squeeze as many points they can out of the game, just like we saw here from Pixel, like we saw from some of the crashes that we're like, why are these guys fighting? It's because they had no chance of winning the game, so they're trying to get as many points out of the game that they're in currently. We are going to head to the final Miramar game for today, right after this quick break. They could be close, Are they coming down left on you guys? They could be in theory. No, they can be. There's already smokes on green. They're pushing to you. One guy's still up. One guy's still up on the hill. But they're up. They're gonna go left because they're gonna get shot by warehouse. They're gonna come your side. I'm dead. Good DC. I'll res you, right? You can rest, right? If he's safe. Yeah, they're probably gonna push down left. Right down now. Jumping down. 2 guys. 3 guys jumping down. I'm nading them. I think you take the car alone. They think we both leave. Yeah, sure. I followed them. One is still up. 3 down. I just drive to you, right, Iambo? We're gonna have to fight them here. Mix is gonna get off angle. I have good flank. ПАБГ low. Mix is full flank, 3 guys in. Yeah. Блин, я все еще бокалы для пива не заказал, ё-моё. Under Maxi. One is all the way up. Хочу красивые бокалы для пива. One on board. We're close, yeah, close. Close on me. Чё, опять открыли? В смысле, а куда их закрывали-то? Nice, Mixi. You were busy watching that Team Liquid fight. Уф, чат. Actually had a chance to chat to Mixi about Ваше that здоровечко. very altercation. What did he have to say?
Yeah, I actually talked with him about this. He was like, it was unfortunate that he got knocked, and if Gustav didn't pop off a little bit there, they would probably been a little bit more alive. But he was able to have an off-range flank, and he felt like FaZe Clan actually forgot a little bit about him being potentially in the blue because he got that knock. So he had an amazing flank, as we heard from Clip as well. Clip was dead. Что означает командное единоборство? Это команды 1 на 1 играют? Не знаю. В PUBG команды 1 на 1 не играют. So they can delay the fight a little bit to make sure. But unfortunately, they lost one player, and Liquid couldn't get out with. I think it ended up only being Mexi in the very end. Как это турики не проходили? В турики проходили. Просто их очень мало сейчас в PUBG. Да, но не фильтрованное. Это Хугарден это. The guys from Skate have to come off the Curry. I think James got a double knock on Skate, and that delayed the whole Skate fight. And then we obviously saw the Entropic pull up onto Navi, where Nalo 1v2 the Navi guys in the very bottom. Нам с вами надо 12 лукасов до соточки. So a little bit of behind the scenes insight for you. And now let's take a look at the standings after game number 2. That lead for Entropic. Ликвиды на шестом. I'm gonna start getting worried for everyone else. НЛТ на третьем, 120 у них. Блин, им надо 70 поинтов, чтобы догнать энтропиков. Еще получается 2 дня помимо этого. Но энтропики хорошо держатся очень. Прям я смотрю, они себя уверенно чувствуют. Basically, QB went to the front line and helped out while Nalip is staying on the back and making sure he can give that covering fire. And the rest of the 3 guys can just push full on Navi and just take them out straight away. Really close though, Avenger, between sort of, you would say, the second. Прожал? Хорош, 5 штучек осталось. This is tight. I mean, even Skate is in with contention there. This is very close. It's exactly. Если команда берет топ-1, то сколько поинтов дают и как это работает? Топ-1 это 10 поинтов, плюс каждый фраг это 1 поинт, соответственно. Топ-1 10 поинтов плюс фраги. Второе место 6 поинтов плюс фраги. И так дальше. Дальше 5, 4, 3, 2, 1. FaZe being this close to Entropic, I think they still have a good chance to catch them here. It's just 1 or 2 bad games for Entropic. Let's catch Toby and Joris on out. Ух, у нас уже следующая игра началась. 4-я игра сегодняшнего дня. 3-я игра сегодняшнего дня. Еще 2 помимо этой. Так, у нас Импалу лутают SZ, и Энтропики и Реги у нас делят лос. Ликвиды Пикада, НЛТ у нас Power Grid, куда BBL летят, не знаю. Тандеры, походу, Сан-Мартин лутают. Фейзы летят на Эльпозы, я так понимаю. ТРы будут брать тачки и уезжать в Монте или что? Кальян чем заправил? Сегодня у меня мармелад кола. Табак называл, я забыл как уже. Oh, would you look at that? I think we've cast this circle about 4 times. Yeah, I feel like we've seen this one before. Нормальная зона для инсов? Для Нави? We are though gonna end somewhere in between, well, I suppose LSH and Brustonmar. Yes, I agree. Хероики Кобру лутают. Кобра мне нравится. Да, ТР и Монте. ТРГ Сплит Торнадо лутают. Нави минус Бендита. Бибели вокруг Пикада. Скейды лутают Хасиенду и вокруг все. Не любишь Мирамар?
Ну, следующий рангель будет. Similar teams never do the exact same things, and I cannot help but Следующие две think карты that должны быть when рангель. Liquid wrapped out on the east side and got butchered by Entropic, those sort of Right. things are going to be playing in the back of Liquid's mind now as they approach his circle. Because the game after, we had a А, similar circle last чат. time, and they Что не got говорите, destroyed чтоб я from the west переключил side. So экран? now the question becomes, do we go back out to the east, thinking maybe Entropic ain't going to do the same thing they did then? Or how do we go about this? So many decisions to have to be made, especially for all those teams that are currently far west of this first circle. So, first circle, northeast here. There will be a couple of teams, like the teams that are really far west, and where we can expect them to go far north or far А зачем Спайра летит туда? Забирает перфекта? outside of the circle means that there will be a minimum of 6 or 7 teams that are coming into phase 1 from the west Они side. опять на мотиках. And as a direct result of that, what Toby was just saying, it means when it looks like there should be plenty of compounds to take, the 1 or 2 you end up scouting out could already be taken by the time you get there. And you don't want that in phase number 1. PUBG is a game about survival. You want to get those placement points. You want Транспорт to у них have очень that плохой. fight, and you can't do that if you're taking fights А где early батут? on where, yes, you might get a couple of kill points if you win this fight, but the downside if you lose that fight is you're out in 16th or out in 15th with no placement points whatsoever. So it's a big risk to take early in the game, which is why these teams now have to think very long and hard about how they're gonna get hit. Unless if you're in trouble. Верни обратно? Зачем? Yeah, no, they just roll up. It's fine. Don't worry about it. They don't mind too much. They're still, Or I ends mean, who are in the middle. it's baffling to me, absolutely insane to me that they currently are. I mean, considering their lead, they are only, and I say only 12 hours. They're only 12 Блин, hours вот away PUBG from having more kills. компетитив настолько скучный в начале, это просто жесть. Весь движ начинается спустя там 15 минут катки. That is wild to me. What is it with this? Херузен без колеса. На этой тачке без колеса это вообще жопа. I feel like we can forgive him just a little bit there. But no, you're right. Entropic are very good at reading rotations and being in the right place at the right time, but they're backing it up with a Тузда. level of Вообще хз, кто такой. ability this tournament that we've seen from them before, but maybe we haven't seen from them this consistently before. And it's been such a joy to watch because you go, oh, they've had a good game. Are they going to have a bad game now? We've moved past that now, Toby. We're now going, are they going to have a good game or a great game? Because that's how consistent they've been. And when you start speaking about a PUBG team in terms like that, you know the momentum's behind them. You know they're on a roll. So happy for them and eager to see what they come up with next. If we look away from the current Titans sitting on the top of the leaderboard, the one team that are on your screens right now, at least the map feed that is far up to the north and not in a hurry to get to the circle at all, is Heroic. Плюс хилы для Нави. Ой, не приняли. Вот это жопа. Где тиммейты? And this isn't, by the way, one of the teams that are rotating in from the west side. This is basically Минус, минус. Ай. Минус Нави здесь. Еще едет Аля. Але надо уже уезжать отсюда, разворачиваться. Все. Да, вот наказали их за сплит. Both players down, you know the flush is going to be coming in. They will have a chance to reset before you come in as well, and you still have prime real estate in junkyard. So, unfortunate to lose two there. Без потерь турки закрыли тут двух новей. Очень плохо. А этот кемп им еще будет сложнее вдвоем усмотреть. But that's also like a little bit of a nice adaptive move compared to what the rest of the teams in the circle are doing. Because you don't expect a team to full send it into an occupied compound in phase 1. Like, you go back and you take a look through competitive PUBG. Does it happen? Yes. But it happens very infrequently. So as soon as they recognize someone was there, I wonder how much information they had about how split the team was. And I think the reason they won that fight is because of good scouting and catching them off guard. Oh yeah, definitely. There was an incredibly heads-up play from Rek to pull up the way that they just did there. Really good. Because had there been 4 Navi players in that compound, I'm not gonna say that Rek couldn't have won it. I'm just gonna say that it's likely that Navi would probably have come out on top. Yes, I think so. Let's see now, Blue. Ой-ой-ой.
in PUBG, А, он не может. you've got some teams that are expected to win a firefight against other teams, and that's fine. Блин, какой же миник, я не знаю. Не то пальто. It's not to say skill doesn't matter. It matters a lot. That's why 1v4s can happen, right? But when you set yourself up in such a way that you're not favored to Блин, покажите зону. still manage to come out 3 out of 4 times with the dub there. Лу, that's интересно, really с good болтовкой или game нет? leadership, really good preparation. I mean, let's put it this way. If you can put yourself in a position where your opponent doesn't get to shoot at you, it doesn't matter how great his aim is. If he doesn't get to fire a bullet, Yeah, I mean, he's exactly. probably gonna die. That being, of course, if you can hit the bullets, that's... Assuming your aim's gonna, yeah. Exactly, that's... Турков что-то до хрена команд вообще. Let's see now. BBL grabbing all the way in from the south here. They have been trapping in a wide split. I'm not expecting to see BBL try and pull up on anything here. They aren't going forward together though on the southern side of the circle. Face in the meantime, well, they've been shot by a lot of by a lot of different people already, and now one more team to join the fun is the road to glory. So Face opted to play a little more quiet early game here on the north side of the circle. Пикселик текает. Circle, for those of you who are just tuning in now, was essentially 30% unplayable, if not slightly more than that. And as a result, the teams are bunching up a little bit more central than usual. So provided we have a phase 2 which isn't brutal, and to be fair, Мне интересно, что опять ТРы, как сыграют? we're expecting phase 2 to be relatively quiet, and I realize I'm saying that off the back of 2 games where phase 2 was brutal, but normally that's what we expect. We'll find out in a couple of seconds whether I'm about to eat those words. Look at the Thunder split. You got Double and El Sahar. What's Hiruzen You doing got up? Hibako and Milka in the gas station, and you have Hiruzen, the furthest north player. I mean, we did see him in a 3-wheel pickup Scoop. earlier, and Alkash. he was already the one trailing behind his teammates in that rotation. And I think that was the call coming through saying, there's people next to us, don't go this way in a 3-wheel car, because you will die, similar to what Dead is doing right now. So I think it's horrible for them to be split this far apart, but I honestly think had they not, the alternative would be that Hiruzen would have died on that rotation. So I mean, rather be split than Dead, I suppose. I suppose so, and crucially, Блин, а как вот тут он оказался из РТГ, чувак? Блин, у Тандеров очень жадный сплит. One player's dead and the cavalry hasn't arrived. That gives them a little bit more to work with, especially because it's more or less the closest thing to the next center they've got. Very interesting. I don't think this circle could have included more players. Also, we didn't hard struggled, yeah. Also, we didn't hard shift northwest, at least not that far north. So this is all things that I'm sure the players are pretty НЛТ сейчас могут посыпаться, кстати. All of wreck inside that vehicle will cause a bit of a slowdown for the BPL rotation. Куда? Перфекто надо... Забрать надо! Once again, it's Owl. Howl have kind of been the thorn in the heel of a lot of teams early rotations. А, они решили файтиться? Перфект в ноке, Батулин в ноке! Батулина дожрали? Спайра в ноке? Да кого? Да кого? Что это? Spiro and Perfectix down, only Lou up, but he's getting shot at from elsewhere. This is not good. More utility coming round, and that is it. Rustenmar will finish him off, and that's Northern Lights in 16th place. Think of how often in this tournament. Зря Перфект вышел из тачки, надо было дальше ехать. How often Northern Lights has been taking casualties in the early game. In this tournament so far. I honestly think this is a wait, guys. Okay, so clearly Northern Lights has literally been winning every single tournament up until this point. We gotta do something to prevent them from doing that. For example, fire and hit shots like that. Squeaky забирает Тендера. Gets Tenderos down and out. But honestly, I mean, this is, I think, so many teams reading up on what do we do to counter the team that keeps winning, keeps preventing us from doing anything. Because Northern Lights constantly, like in situations where they would always go unscathed or unharmed, they constantly run into, oh my lord, Squeaky again? Allow them to rotate. Not gonna happen. Ну, BBL докатались, чё? И один Сквики, главное, здесь их двоих закрыл. Какие советы? Тут факт констатируется, а не советы раздаются.
I'm trying to think of another instance anytime in this tournament where a player Ну, у Нави все плохо. name from their behavior has been Они остались вдвоем. I think that might be the only example, if I'm honest. Yeah, I mean, and I think it's, to be honest, the smart decision from many other teams. If you know that what kind of gets the NLT wagon going is them being able to spread out and get info early, deny them that opportunity to spread out and get info early, take down their players trying to fetch that info for the rest of the team, and Тандеры стакнулись наконец-то, плюс-минус. Ликвиды аккуратненько с края заезжают. Никого перед ними пока нету. Причем они очень широко заезжают. So it's impressive to me to see that so many teams are opting to try and counter what they do, because Northern Lights has never run into this much trouble early game as they're doing in this tournament. No, they really haven't, and they've still got time, to be fair, to make it up there. I think the danger for Northern Lights, it's not so much that they're in 4th place. Тандеры хорошо сидят. Сейчас в Захаре будет жопа. Аля, что, просрал? Нет, не просрал тачку. Знаете, Нави сейчас тоже, кстати, нормально заедут. В сосиски они... Ё-моё, сейчас еще взорвет его Хирузен, нет? Ой, Хирузена нокает пикселик, Хибака не пойдет пушить дальше. Там Эйди смотрит новый... О, какая жопа. Ну все, Новик ГГ. Новику надо быстрее уезжать. Вот прям сейчас Вобик садится уезжать. Уехал. Офигеть! Офигеть! Просто фейзы пикселика начали смотреть. Вау! Хирузена подымут. There was once in my life, I used to race go-karts competitively, and I had a very similar crash where I landed on my helmet upside down. And I can tell you, it feels a lot worse. It feels a lot worse than what these guys made it look like right now, I can tell you. Oh my goodness. А фейзы решили просто шпарить по Захару? Да ладно. Да ладно, они просто шпарят по Захару. Емти должен сейчас кого-то выбить, нет? Ай-яй. Он не закрыл джампил в окно, походу. Почему с Эйдзи никто не остался? Энтропики заезжают прям с синькой, да? И тут реги уезжают, освобождают им место, грубо говоря, рельеф. Хотя, если они в рельефе встанут, то тяжеловато будет энтропикам заходить. In the best possible position to do that while still banking their hopes on an urban ending. So they're in the position where they've got the best of both. Ну есть у них инфа, вся инфа есть вообще. Of course not, but they're playing the odds very, very smartly. Слипи Зерк опять умирает. Все, он умер. Там хае хорошая. Его вообще нокает Скофилд. Откуда? Еще хае потратят. Добьют, добьют. Хороший. Не пожалели хае. Скофилд вообще из сраки таракани его нокает. Но там на один шот он был, конечно, но все равно. Да, какая жесть. А если бы НЛТ проскочили в Захар? We are almost more likely than not to end up with an urban ending. If you could see my face right now, holy hard shift. This is absolutely insane. Football is full speed forward. They go over, and unfortunately it does go down. But at least, hey, I mean, you get yourself a spot in the city. Что-то я не понял. Два нейлопа? What? Кигзу должен нокаться, но у Али не хватило. Сейчас инцы будут закрывать Нави.
У Нави там есть где играть, они еще зону поживут, потом должны умирать. BBL все еще катаются. Да чё, спуститесь вы уже вниз, алкаши. Сбили колесо, куёпте. Кодемарка тут же в ЛГ с ним стопает. Но это ЛГ такое себе. Ну по смокам они в дома зайдут. Смотрите, энтропики как от края играют. Никуда не спешат. Посмотрим, как у них закончится. ТРы сейчас сдохнут, походу. Лакза уже вывалился. Ликвиды просто пропустили их что-то. И ТРы заезжают в город. Митрелиус живой. Скофилд живой. Мерт живой. Обалдеть. Обалдеть, какая жопа. Мерт нокает Квизи. Чё? Откуда? А, они прям в них заехали? Да. Lead. That's Quizzy being bled out by Mur, not having the greatest time. Reg and Navi, they're on this southern side, and they're gonna be outside of circle. Какая-то жопа. It's a 1v1 there. That was Тандеры оказались вообще... Как они сюда крутанули? Заехали в гуся без проблем. Хирузен, куда ты? Вау. Энтропики закрыли энцов на уверенности вообще просто. Аля сидит за зоной, хилится. Хавлы подошли к энтропикам, и я думаю, что сейчас энтропики их тоже закроют. Просто такой фарм. Слева! Эх. Поднимаются. Но они подымутся. Они должны подниматься. Если Кубие никого не нокнет, то это будет фатал. Ой, хорошо! Ой, хорошо! Нехорошо. Обалдеть, он еще закрыл. Аля добежал до зоны в итоге. У Али что, осталось 3 бинта и все? А он просто встал. Он просто встал. That was a tricky fight, to be fair. Entropic almost came back at it. How great attempt there, and to be fair, they did manage to wipe Entropic, but only able to keep that last player alive. Entropic nearly turning it around, but not quite. That's Na'Vi eliminated. If you remember, they were fighting the last member of Regnum Kaya on the very, very southern tip of phase number 4. Сейчас будет минус эмти. What's going to happen in Al Azhar on phase 5? That is a busy mini map if I've ever seen one on the bottom right of your screen there. Not often that we're heading into this city with Густав не дышит там. away from there, but seems like we are here. We did see EB running scarily into a counter non-stop just before. It does look like he's back in the game though, fortunately, because Skate were one of the teams that we heard the earliest. Они слышали друг друга? Емти слышал его? For EB earlier, they did not allow for teams to get this close to them. But obviously, you don't wanna aggress too far forward if you have a player DC'd already, and there's a hope that he can still. Посмотрел на тебя, тоже за пивом сгонял. Seems to me like he is back in. Look at this. I mean, we're on loot for Sakura's answer right now. I guess you're gonna need it because you still have to get off this. О, пацаны НЛТ разлутали, да? Или чё? Да, это НЛТ вроде валяются. Needing to get off this hill at some point. It's gonna be rough. If they manage to survive that next rotation, I think they will be fine indeed. Yeah, that is Alia getting Ну тут ничего такого. en route to this position. Not gonna allow for that to happen. So, Sakura Так, ребят, не забываем лайк свой прожимать сочный. Всем добрый вечер, всем здравствуйте. Кто сидит на расслабоне, с чем-то может быть в бокале.
У нас с вами еще 2 игры, 2 эрангеля должно быть. И сейчас зона на ликвидов уйдет, не? Вверх. Надо оставаться. Джимс останется, наверное, не? Ой, Химон минус. Блин, ну они заедут нормально, кстати. Ай, куда ты? Ужас. Занесло тачку. Эта тачка, она неуправляемая. Сколько примерно один раз заправить кальян? О чем речь? Сколько в граммах? Я 15 зафигачиваю. А, по деньгам? Ну, смотря какой табак. Плюс-минус 200-300 рублей. Как РТГ расхерачили футов, и сейчас пойдут допинают последнего, должны, по крайней мере. Бибели на ноге заходят, но там должны их фейзы закрывать. Но тут сложно говорить о том, кто выиграет игру. Тут все очень плотно. RCG will have to do the same thing. They're making the run off here. Don't want to take the up close fight. Unfortunately, I would say for Road to Glory, they have kind of dodged and weaved their way out. Все за пивом сгоняли. For now to oh, right. They actually still have a building or two further down south they can move towards. I like this liquid positioning though. Keep two on the hillside, keep Maxi and Bot down below to make sure that no one ups to rep. Because right now. Ну, ликвидам потом тяжело будет заезжать, им надо будет в SZ крашить. Но по ним будут стрелять все. Типа, у них не очень хорошая позиция. Все зависит от прока. Если будет левый прок, окей. Правый прок будет жопа для них. BBL тихонечко зашли в зону, легли под заборчик, отдыхают. Could be like just a split second of an audible cue of footsteps on the other side, but of course we know that that's all these pro players need. Gluttony, single player left alive. Football is tough game for them. 0 kills so far. And believe me, I mean, honestly, if there are players that would love for this to go anywhere but the hillsides, that is, well, essentially everyone but Team Liquid, because right now, what is preventing anyone from really taking a fight to anyone else is Пейдж сейчас, возможно, помрет. Нет, смотри-ка, добрался. Or down and back, I should say, from that hill. And now let's see next circle. Teams already parking, expecting the circle to go away, and indeed it does. Ассалам алейкум. А у тебя что, прав нету, что ли? У тебя же были права сюда заходить? О, нет, нет. Ты ливал, что ли, с дискорда с моего? Я не понял, а что за режим у тебя такой отцовский? Мне нужно было утром и днем там кое-какие дела сделать. Из-за того, что я встаю днем, мне проще было не спать сегодня. Ужас. Я не спал, сделал дела и пошел спать. Как-то так. Че, ну что? Так-то еще интрига будет, я так смотрю. Фейзы сейчас подтянутся до энтропиков. Ну, энтропики капец что-то вырвались. Ты предыдущие дни смотрел? Да. Они так от края на уверенности играют. Как раньше грубо играли. Еще в тех бородатые годы. Да, ликвиды в итоге в них и въехали, как я и говорил. Только зафейлили, походу. Один Джимс на ногах. И если они сейчас пойдут дожимать, они должны понимать. О, клип. О, до него не дожгло. Но сейчас надо рисать хлеба. А я не точная.
Да там не важно, точно, не точно. Он время хочет выиграть, чтобы приснуть. Ой, хорошо. Вышли, добили они ликвидов, короче. Ну, фейзы пока с кайфом играют. Но Кодемарка там Эдди убил. Хорош. Как тандеры посыпались, блин. Им надо было одну сторону контролить. Только хероеков. Хероики их развалили, остался один дабл. Ну, тандеры вообще очень неуверенно играют. Прям боятся как будто. Я так понимаю, они по стрельбе не вывозят, да? Не, не по стрельбе-то как раз бы выносили. Они не вывозят вообще не. Ну, Если ты не заметил, они играют... 2-2 играют, да, я об этом хотел только сказать. Потому что Хибака не может донести до них информацию, что он хочет конкретно сделать в данный момент, и он им просто стал давать колы, типа а-ля, вот стоим тут, играйте как можете. Все разыгровки между собой в двойках. Ну, похоже на то, что хероики игру заберут. Энтропики играют, кстати, вот ты говорил, они играют как хероики больше раньше. Просто идут, всех фармят по очереди. Ну, также и Нави играли прошлые. Ну, с молодым. Когда старый состав был. По крайней мере, ну, 18-19 год. Они также играли. Прям шли и трахали просто. Ничего не чувствовали. Ну, возможно. I think that's Nate number 6 I've seen people throw after Glot and he's yet to take damage. Тим Редни, кстати, неплохо тоже сидят в заправке. Ой, отвратительно вообще двигаются. Отвратительно играют они. Что-то мне очень не понравилось. Играет отвратительно, конкретно про эту игру. Да, что вот сейчас хорошо. Фейзы помогут, они могут просто встречать всех подряд. К ним залезть можно только через одно окно. Им сидите ФК принимать, а потом против фейзов разыгрывать в конце останется, скорее всего. Мне кажется, херойки останутся, закроют всех тут. Сейчас скейды будут файтиться с ТРами. Хероикам надо убить. Хотя, блин. Скейды, ну, скорее всего, будут тормозить и помогут подфармить хероиков вместе с ТРами. Ну да, походу так и есть. Ты не видишь, очкует пушить сразу заправку, фармит героев. Ну и мне особо удобно заправку фармить, оттуда я смотрю. Он еще подымать хочет. Кодемарка, как же он руинит просто. Скейды себя заруинили только что. Слушай, а ТР реально сейчас заберут игру. Да, я же говорю, они сейчас все будут просто дефаться, им главное не обосраться и не понокаться сейчас. Но фейзы сейчас дойдут до КамАЗа. И, в принципе, могут. Плюс им Салки надо еще встречать, помогать. Салки тоже хотят КамАЗ проходить. Скиды еще подымутся успеют. Позиционно фейзы сейчас должны их закрывать. Уф. Уф. Хорошо. Ну и все, он сейчас натерпится от зоны. ТРы вышли на фейзов. Диггери перестреляли. А, нет, он умер от зоны. Ну все, ТРы забрали игру, походу, да. Да. Сколько у них хилов? У них поди-ка хилов-то нет.
Напрокала. Они как алкаши туда заехали на самом деле. Ну, они как бы... Я ни на что не намекаю, но ты знаешь, из какого региона. Их очень много, блин, что-то я посмотрел. 5 команд турок, что ли? Или 4? Что-то такое. Наши слоты отдали. А, типа из-за дисквала региона? Да. А как дела у самой сильной команды их региона? Футболисты там как себя ощущают? Футболисты. Ну, пока я не замечал от них какой-то игры адекватной. Они... Ротации у них просто пушка, я тебе скажу. Тут спрашивают, почему мы с тобой с Артиксом не играем на этом турнире, я не понял. Да так. Мы отдыхаем пока. Ждем, что-то денег тут мало просто платят. Мы молодые еще просто, но все впереди. НЛТ в этой катке сдохли просто капец. Я так понял, Перфект что-то решил вылезти, или они... Но они явно не думали закрывать там типов, которых встретили. Они не думали закрывать там типов, просто там... Я не видел, что было, там либо выбили, либо он выпал. Нет, он просто вышел. Он просто вышел из тачки, никто никого не выбивал. Он вышел... Рано вышел. У них, короче, геймплей, они заезжают в эту яму, вот где они стояли, только чуть ниже. И стоят, дефают из этой ямы. Это не первый раз они туда приезжают. Но они явно не доехали туда, куда надо, короче. Но они не доехали, она чуть ниже. И вот Перфект там вышел, по нему начали накидывать, и вся команда стопнула. Нави, конечно, тоже развалились, как эти. У них был сплит жадный. И в них просто турки заехали. И они не смогли задефаться. Без размена вообще сдохли. Вот они, футболисты. А сколько там непосредственно футболистов в команде? Там вроде как не футболисты нифига в тиме-то. Ну, пропускают они, так скажем, часто. PPL situation earlier, then Facecam would have been 3 or 4 guys alive, and they would easily won that game in interaction against Team Rage. But Team Rage played that well. Типа, пацаны, на турнире один старый игрок сейчас. Один, которому 30. Ну и они... В инсах там старые нет еще? Ну, он один. Сквики и все. Кто там еще старый-то? Ну, турки. А турки кто? Из ДА, которые? Там Метролеусу тоже вроде, или кому-то из них там тоже много. Сколько много? 26? Ну, относительно, там 28 может. When you take a look at NLT at the bottom, they haven't really had a good showing for us. There's lots of NLT fans. Я просто не знаю, откуда у этих чуваков мотивация играть столько в этот паб гребаный. I thought they were gonna do better today, considering that what we saw early on in the tournament was that they were. Я так понимаю, им платят все равно неплохо. It felt like they were gonna Хоть они ничего не показывают. This time it was their turn to turn up now during this weekend itself. But what we saw, I feel like it's just a down spiral from when we saw Batulins getting taken out by Gustav in that game itself. Скофилл в партнерской кепочке. They losing Batulins on that kind of play. That is a major play from Batulins that we see in every game. And he get red by doing that. It's the same thing time after time. And now what you're seeing is, well, NLT, they're kind of a little bit afraid of doing those kind of moves now because of it. Because they don't want to be read by the other teams. They want to be more unpredictable. And that's kind of forcing a little bit of a different play style that it's not really working for them. We obviously have now come to the end of Miramar for today. We've had some pretty fun. Все, наконец-то Мирамар на сегодня закончен.
Сейчас будем и рангед смотреть. Чё Что там, ликвиды лутают починки? НЛТ общаги? Там никто не контестится за спот? Что еще раз? На Эрангеле никто не контестится за спот? За какой? За общаги? Вообще за какой-нибудь? Я не помню. Вроде нет. Weekend to this weekend, even though our circles is extremely hard. And what Mario's talking about, like when you have an urban ending like that, for example, you want to be a team who can just focus on one other team itself and just take that one-on-one fight with the other team. But when you have an urban ending, it's a lot of times you're gonna have angles where you're gonna get peaked by the other teams, and you want to minimize those kind of angles, because that's gonna make it way rougher for you to take those kind of fights. If you can minimize that to 1 versus 1 in team fights, it's gonna be much easier for you to try to clean that one up and keep on moving your way in towards the center of the circle. Right, we have seen 3 games for day number 1 of week 2 of PCS6 Europe. We have 2 more to go, so we are going to take a quick break, and while we do that, refresh your drinks, get some snacks, because when we get back, we're moving to Erangel. A new 7.62 assault rifle, the return to Senok's former glory, and new items hitting ranked games. All this and more as we dive into the update 7.1 patch report. First up, there's a new AR in town. Так, я бегу на Давай. закусочкой сбегаю. Ace is highly customizable, accepting muzzle, magazine, and even stock attachments, while accepting up to a 6x scope. The goal with the Ace 32 is a reliable 7.62 alternative to the M4, so pick one up on your next drop and let us know how it feels. Parts of the world may have just pushed clocks forward, but we're turning them back on Senok. That's right, after much feedback and a countless supply of rollback Senok hashtags, the original small map is a battleground once again. The jammer pack and decoy grenade have been removed as well. However, you'll still find tactical gear and other items that are set to spawn across all maps. Check out the patch notes for a full list. To welcome the original Senok back, we've dropped it back into this update's map rotation. However, ranked matches will stay on Erangel, Miramar, and Tago for now. And speaking of ranked, a new season begins this update as well. The P90, Ace 32, M79, and the mountain bike have all been added to the item pool, so grab some new gear and see how high you can climb. There's a bit more to the patch that we haven't gone over here, but as always, you can check out the patch notes for full details. Update 17.1 is here, so pick up an Ace and grab some melted butter, because the Lobster Building and Old Senok are back. We'll see you on the battlegrounds. Welcome back to PCS6 Europe. We have done 3 games. We have seen some crazy circles. We have seen Heroic finally rise to the challenge. I don't know where they were in week 1, but they have definitely given us a little wave in week 2. And we have the standings to look at to see how those 3 Miramar games impacted us. I feel like a broken record saying this, but every Так, ну time we come фейзы back to the чуть-чуть scoreboard, подобрались, it's further конечно. and further away from Но все everyone равно else. 50 поинтов это жопа. А вот НЛТ уже 80 надо нагонять. Тяжело. Lead that Entropic have, and yeah, it's gonna be rough. Like if they're able to continue to put these 6 to 8 point average, it's gonna be nearly impossible for FaZe Clan to catch. And right now FaZe Clan is the only kind of prospect, because they are 20 some points ahead of Ends and LLT as well themselves, and our 3rd to 9th place continues to be super close. NLT just dived down, and now it's actually Ends in 3rd place with 122. Still though, they are 27 points behind FaZe Clan. That is a win with 17 kills behind FaZe Clan, and as we know, FaZe Clan has been able to consistently put points here on every single game on a good average. Салам алейкум. They've been able to get 40 points so far, going from 72 points now up to 112. Сорян, не слежу за пупком, а кто наши? Такая, салам алейкум. НЛТ и Нави наши. И еще 2 игрока команды Thunder. Хирузен и Хибака. Yeah, exactly. Heroic can be one of those teams who can put those kind of numbers up on the board.
and they know that they need to work a lot harder compared to last weekend because they had such a rough weekend there. So I think they're up for a task, and that's what we've seen so far. 40 points after 3 games. That is amazing to Да, see. салам алейкум, Бурый. Especially if you Здорово, look at здорово. that Entropic has, for example, with those 50 points. There's only been one team except for Entropic that had over 50 points in one day, and that is FaceTime during day 2 when they had 53 points. So it is gonna be very rough for a lot of the teams trying to catch up. But right now it looks like Heroic is making a run for it. Ну, я поставил свой купончик на NLT. Но что-то они пока не вывозят. Еще 12 игр. За 12 игр все может измениться. Benjamin, the real question is though, did they leave it too late? Should they not have been performing like this in week 1 simply just to give themselves a little bit of a cushion? Because Я не понял, это участники твичевского чата у них там на фоне сзади, аватарки их или что? Или просто рандомные картинки они туда напихали? Конечно, уже хотелось бы нормальные ланы. Но что-то последние 3 года, да, какая-то дичь творится в мире, поэтому, ну, последние как раз-таки 3 года и творится дичь. Это сначала корона, теперь это все. Уф. Какая срань. Когда уже будет какая-то оттепель в этом плане, блин. Жопа. Так, ну что, смотрим первый рангель на сегодня. Самолет говна, на самом деле. But the question becomes, yes, they get a lot going today, Joel. Yes, they are amazing today. But are they week 1 heroic? Я что-то не понял. А где старый? А где фастфейс-то? That's my one downside to heroic is as amazing. I mean, they're proving in this tournament, right? As amazing as they can be one day, they can fall short the very next. Диггери теперь в фейзах? А кто? Нуки, что ли, вместо Диггери в инсах? Алло. Алло, а что, слушай, Диггери из инсов фейзы рулил? Да, давно уже. А кто там вместо него? Нуки? Да, Нуки. Давно там был. А кто? Растанмар, Тигзу, из Квики и Нуки. Нуки, походу, последний, нет? Ну, может. Я не помню, кто вместо него. А что, фейзы теперь не лутают заводы? А где старый? Старый тренер у фейзов. Не хватает фразы, да, знаменитой, когда самолет летит. Самолет говна. Чепуховской. Какой? Ну что, поехали? Поехали. Который раз инсы уже просто в центр зоны падают нафиг. Интересно, они что лутать-то будут в итоге? Поедут в этот? В северный? Твоя любимая команда? У меня нет любимой команды. Понимаешь, нет моих корешей. В смысле, футболисты любимая команда? Не. Если бы кто-то из моих корешей играл, я бы сказал, вот это моя любимая команда. А как же... Я не знаю. Мне зачастую кажется, что если мне припотеть месяцок и попасть на этот турик, я бы выше среднего играл на этом турнире. Что-то как-то слабо играют люди, я не знаю, мне кажется. Как же Джимс? Токсик? Ты хотел сказать? Не болеешь за Джимс? Нет, не болею. Мне никогда ликвиды не нравились.
Я помню, мы когда фейза, ой, господи, с этими, с форзами играли, частенько с фейзами встречались. Вот запомнил старого тогда. Помню, в какой-то момент он меня перестрелял, там обидно было очень. Нервы решают? Да какие нервы, братан? Те, кто сейчас играет этот турнир, для них по нервам это не нервознее, чем ранкед играть. Там столько уже этих игр сыграно, что, в принципе, похер. Да, типа. Особенно, когда у тебя... Ладно бы турик был, знаешь, на один день. И там было бы 5 там, игр или 10. Днем и вечером, допустим, по 5 игр они сыграли. Или сразу сели, там 8 игр сыграли. А так, 30 игр играть, там такое. Здесь нервничают максимум футболисты. Всё. Ну вот я не знаю, что за ховалы, что это за команда вообще, хавал. Первый раз вижу, нахуй. Тоже турки? Да. Вообще все нонеймы, ни одного ника не знаю. Вот эта команда SZ тоже нонеймы какие-то. Салти прошли с первого места с квалификации Европы. Ха, понимаю. Они в тир-2, ну, в тир-2 лобби играют хорошо, но как только тир-1, они ничего не могут, им не позволяют делать то, что они, типа, обычно делали. Ой, посыпался Тандер опять. Он вообще постоянно сыпется. Повезло. We saw PTN do a crazy push on EP in the previous game. Here, I mean, they drove side by side with Howl, and still he opts to jump out in the middle of the open to swap vehicles. А чё вот этот чел Салик? Он же СНГшный? Мелкий чел какой-то, да? Ага. А чё за команда там вообще? Тоже из-за бугра? 50 на 50. 50 там ЕУ, 50 РУ. Вот инстинкт тоже русский. 30-летний, кстати, чел. Да? 29 ему вроде что-то такое. Хорошо, Спайра дал. The way he led that shot with the ulti, didn't even hesitate and nails the first one. I mean, wow. That just goes to show. I mean, when that's what you're going up against, I wouldn't want На нахер. in a game of PUBG. Not only can Моя школа. sometimes, but I mean, the fact that you have people that aren't even supposed Ой, сейчас Тандеров кто-то закроет, я смотрю. Они что, специально, что ли, сидят на Тандеров? Ой-ой-ой-ой-ой. Ну все, минус Тандеры сейчас будут, я думаю. Кирузен врезался! Какие фейзы токсики, конечно. Не, ну они, конечно, опрометчиво так ехали на самом деле. Но видно, что фейзы видели, что не первый раз они так едут, потому что обычно стоят не на дороге тут. А тут они знали, что они поедут по дороге просто через КПП. BBL are going to where phase 7 is going to end in shooting range after 3 hard shifts, so maybe they're 200 IQing this one. We'll wait and see. Not normally a location you see people send it early on, but we have seen a few circles end here. Yeah. And Reg, in the meantime, we're going Yasnaya. Admittedly, the very edge of it. They're not smacking themselves right in the middle, but that's interesting as well. Shrills opting for a 2-1-1 split on the far eastern side. Another team, I mean, for next time we get to get a look at the map here. Another team, Sakura Sanson, in a white two-way split, and normally,
I wouldn't be too scared for this split. I mean, they currently have 2 people just over the west coast or west side of the Yasna River, and 2 people further down south. The issue is that a lot of teams have made their way in between that split. So while technically they aren't maybe too far from you can see it on the map now. I mean, you got Nixie and Tegas. Че он по самолету стреляет? Алкаш, что ли? Glory, Reg and Navi, and the remaining 2 players, him and Soldi, are up on the west side of the river. Issue here being, I mean, it worked. Salik, It I worked. suppose he shot the pilot and now he shoots the plane to say thanks. Yeah, that's a strat. By the way, if those you guys didn't know, if you shoot the pilot, he just instantly drops the crate for you. Now you know. Не, ну я вообще, конечно, в шоке с ротацией тандеров. Ну также просто по дороге, с учетом того, что там и мильту лутают, и заводы лутают, и ферму, по-моему, кто-то там щупал. Ну, никогда не закрывали. Тут решили закрыть, поэтому и поехали так. Я помню, в таких зонах мы всегда ехали по берегу. Направо на заводы. Либо через поле влево ехали после перекрестка сразу. Никогда вообще по дороге не ездили. Причем мы часто лутали северный, я помню, на каком-то из туриков. О, северный, говорю, милитари. Тюрекси приехал. Что-то Батулин там один? Или... А, нет, это Спайра, они вдвоем. Ликвиды опять сочненько заехали. Сейчас хавалов будут принимать. А, они будут, развернулись. На тебе токсик! Он, кстати, в прошлой хорошую хаешку на этих давал. На энтропиков. Нави решили пофайтиться. Да, причем с НЛТ. На НЛТ, скорее всего, сейчас просто сядут, не будут ничего делать, пока остальные не доехали. Ну, перфект опасно там играет. Ну, вот сейчас турков и закрою. Блин, турки реально алкаши какие-то, я вообще вот... Ну, вот эти конкретно. Как у них там команда называется? Team Ready. Team Ready. О, Мелман в Ноке. Так это атлетики бывшие. Так я... Так я понимаю. Но они в любом случае как алкаши катаются. Ну, НЛТ, интересно, поняли, что Нави под ними или нет? Не знаю. Там вроде есть какой-то ног. Не знаю. Ну, по Мелману ног дали, но поняли они или нет, я хз. О, о. Лагзу сейчас сожрут. Плохо пострелял Смэш очень. Кода Марка сразу развернулся, по тапкам дал. Таких сейчас убьют ведь. А, ну тут еще одни турки едут. 4 команды турков, блин. Я понял. Они все время в одно место едут. Ну, СНГ тоже, на самом деле. Поэтому мы очень часто видим столкновения СНГ команд на турнирах. Ну и чё? Наши хотя бы дерутся за что-то, за какую-то позицию. А... Это что? Типа... Ты видел, он сейчас в пустоту стрелял, там не было никого. Что это такое? Это баг какой-то.
That is by having correct seat going to a compound where there's technically, I mean, you have no audible cue reason to believe there's anyone there, to then be taken out, and now have the exact same thing happen. But this time around, it's going to be B going down that way. Ну, РТГ нормально заехали. Че сейчас? Прок снова? Давайте. Ага, нормально. НЛТ с кайфом. Ликвиды сидели в центре, называется. Сейчас все турки в обратную сторону поедут. Че, энтропики будут делать? На тандеров крутить, походу, будут. Есть подозрение, что салки сейчас крашнут. Заправки. Ну, я думаю, что это не ошибка. Вот сейчас энцы... Ну что, вот куда они встали? Вот что это такое? Нафиг. Алкаши. Кстати, неплохая яма у Team Ready, но немного рано они туда заехали. Конечно, рано для нее. Если бы край там был закрыт, это другой вопрос. Но сейчас... Но это вот это тоже искусство, конечно. Это еще хуже. Это вообще трэш. Лучше бы они крашнули заправку. О. Сейчас должны лечь двое просто на землю. Как вот Мелман опять нокается. Он оглушенный, видимо, хаешкой был. Это хае плохая. С дробиком. Не нокнул. А как? Он успел 2 раза выстрелить? Что-то я не понял. Так, фейзы. Фекс вынужденная остановка, я так понимаю. Ну все, ГГ Нави. Эх. Экзамплу туда надо хае дать. На своих. Да что это он? ГГ экзамплу. Он же назад может отойти, нет? У него 3 смока есть. Fortunately, as opposed to both Road to Glory and Na'Vi, Northern Lights, the team, as you can see in the minimap there, with a technically a position to third party this, aren't really opting to go for. Ну все, его сейчас закрутит Салик. Not aggressive necessarily, but at least Спайра там все не выходит. they are really, really good at utilizing the third parties. Yes, Salik, I'm liking the Ой, что это? Еще и прощенный остался. Fortunately, Salik through the smoke doesn't either. So Road to Glory staying alive, and again, I mean, Northern Lights not opting to aggress on it, and I think it's for this reason alone. They're sitting in a very good spot right now. Виталий, я вообще не рассчитывал, что ты туповат. Как энтропики проехали? Я не понимаю. Почему они фулл составом заехали нормально так? И куда они сейчас? В инцов? Ну, сейчас они должны сдыхать. Мне кажется, они Кейдзи не хотят. Хотели, по крайней мере. Куда-то туда. Ну все, это ГГ для энтропиков. Офигеть! А что ты с гранатой стоишь, Растанмар? Я понял, как они проезжают. Да, они хотели на фейзов туда, куда-то. Вот где Изи, туда на камни. Ну вот они... А, нет, тут они играть не могут. Вот тут могут играть вроде. Да, они на Изи хотят. Они сразу хотели, но по ним начали стрелять. Ну поживут они тут немножечко, конечно. Да, Найс он его убил. Фекс тут 4 турков крышует.
Уф. Я не понял, почему два нейлопа? Фанат, чешо? А, это нейл коп. А что он сделал? Вот это? Куда Тибон встал? А что делает Сквики? Сквики не имеет информации. Жестко. Дай. Дай. I think they used more first aids than 5 bullets. That much is for certain. As well as they played so far, they just ran into one snaky ambush after another. Of course, the shots from Nail Хибака там где-то тоже в опене. So, Tropic, Navi, and Heroic out alongside FaceClan, and this now Ставишь на Нави? Которые сдохли уже или что? Не, ну ты эксперт, я скажу так. Минус Хибака. I'm really looking forward to seeing who steps up to the plate. Sakura Zensen, Orm in hand. Salty looking. Я что-то не понял, а где он был вообще? Ты лучше посмотри, что реги делают. Они просто по дороге бегают туда-сюда пешком вчетвером. Живут Они ведь? убежали от тачки и бегают по дороге по деревьям. To stay put, but him and Nixie realizing there's a bit too much going on that hill. Oof. As soon as they back down and Oof. they're getting shot in return. Nice Molly should be the downfall of Nixie. Yep. It is. He will go down, and now just Tegas left alive. Great play, great hold from Road to Glory, honestly. Salik has played quite well this game. Yeah. НЛТ очень хорошую позицию имеют в этой зоне. Я бы... А, ну там еще сзади пикселик. Там еще ликвиды. Но на самом деле ультимативная позиция у НЛТ. Сейчас ликвиды попробуют пушить скейдов. Они начнут разнокиваться, и НЛТ должны их закрывать всех. Ой, как хорошо он их высыпал, блин. Отлично. А реги-то живут? Пока живут. Эти алкаши опять. На нахер! BBL тоже что-то как алкаши двигаются последние игры, я смотрю. Вот. Катаются, что-то катаются, получают лещат всех. Ну, у них сейчас все неплохо. Если они сейчас инцов еще дофармят, у них, ну, хорошие углы уже на них. Но инфы нету, что они там валяются. Ой, 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 хорошо! Вот это было хорошо. Они просто запрыгнули в молик. Тоже халявные 2 фрага. Да. Ну все, край зачищен. Ну все, пошли разноки у скейдов. Инстинкт что-то забычил. Блин, покажите НЛТ, что они там, они не выходят. А, что-то ликвиды как-то широко, да? Молик достал, оф. Как хорошо он Молик сейчас достал. Хаешку еще успел забрать. Все, ГГ, GMT. Просто ликвиды без потерь забрали пацанов. Я в шоке. Еще играют очень широко. Ну, если сейчас НЛТ без потерь заберут ликвидов, они должны эту игру забрать. Уф, как он вышел. Как же он вышел. Думаешь, он до конца будет там
Шпиона играть? Нет, не до конца, походу. Ну вот это чё? О, это хорошая хая. ГГ ему. Even if the shots weren't gonna do it, the Nate would 8 kills for Road to Glory, struggling to determine it so far. Only 5 Вот будь тут Салика Фулка, я бы сказал, что у них лучше всего ситуация. Ну и всего двое. Ну, ликвиды уехали. Я думаю, что НЛТ выиграет эту игру. BBL неплохо себя чувствует. Не факт, что ликвиды выиграют. Ой, эти НЛТ. Ну, BBL тут жопа сейчас начнется. Да нет, они в ЛГшке стоят, принимают. На них просто будут выбегать сейчас типы. Стоять за деревьями. Ну, хз, Тут, короче, фри подъем. Лишь бы их не забутерили сейчас. Kind of full speed push their way into this, maneuvering their way through multiple teams. They now have a good chance of pushing up the hillside. Clip now finds one. Nades come in as well. BBL and Liquid work together. Take out. I said the first knock. I didn't say all of them at once, but you know, we'll take what we can get. Vard and Clip still surviving. They're into the top 5 this game. BBL with 9 kills though have all 4 players alive, as do Northern Lights, and they're the teams that are going to be trying to chomp at the heels of FaZe Clan and Entropic. So those two teams going out early. Мария Викторовна жалуется, что я громкий. Smash finds the first. You have to think then Plus gets the ankle on the second. Nade comes through. Ну, НЛТ прям очень надо эту игру забрать. Им очень нужны поинты. У них, кстати, 7 киллов уже. Неплохо. Тендерлос закинул. Но он как обычно. Я сколько не смотрел за BBL-ами, Тендерлос постоянно улетает куда-то в таких ситуациях. Ну вот и минус куёпта в ноке. Ну хотя бы ликвидов закрыли, уже проще. Сейчас на спину отвлекаться не будут. Регом ГГ сейчас будет. Вот это, мне кажется, он ошибается. Over the other side of the hill. Now shots come in return. Salik down to 1 HP, but Spiro able to find him from behind. BNR, where are you on this? You're the up close player. You have 3 players just above you. Go for the peak, finds one, instantly goes for the peak on the second. Not gonna happen. Но НЛТ без потерь сейчас подымутся. Ну и сейчас у них 50 на 50, но НЛТ преимущество по людям. И у них еще транспорт есть. Если про Смэша не знают, или хотя по нему... Они знают, он убивал там Салика. Ну вообще да, по идее у НЛТ все получше. In the late game with 4 life, that is Northern Lights. They are arguably, I mean, off of what we saw back in winner chicken dinner format, they are arguably the best team. Ну как так закинул Батулин? А, ну его подымут, походу. Batulins is found. Spiro down to minimal ammo as well, let alone Mets, not exactly massive on those either. So BBL, despite being the ones who have to move into the circle, it's actually them coming out on top. Spiro. Great shots. Ketpa's really on point, by the way. He's been nailing those mini shots this game. I just saw Spirit with a revolver and was thinking. В итоге BBL неплохо зашли в зону, блин. У них хорошая позиция. It's the revolver meta, man. Yeah, exactly. Revolver meta in before. That Nate looks good, bounces off the wrong side of the tree. Oh, Marco still got one more. He's gonna lob it forward. Опа. Fine off. Ketpa jumps for info, instantly met by shots in return. That's your info. Probably not the guess. Yeah, exactly. But I like the way the BBL is split out here, trying to use the entire ridge line. They are outnumbered, so they desperately need that first knock going their way. Agreed, yeah. And Ketpa at the moment
has been really superb, but look at how open he is at the moment. Batulins might get an off angle on him, for example, and that makes me very, very nervous indeed. Code Marco manages to find a little bit of damage, but again, none of that currently results in Спайра сейчас закинуть может. smokes quite conservatively as well. To try and maximize the amount of time that they need to use them later on. Батулин опять закинул, и Спайра закинул. Уф. From BBL, advantage them. Kepler finds the second as well. That is insane. The fact that they like that the trap and spring twice essentially on their side of the circle. Marco spots one more loot down slow HP. As I say that, actually not Marco, the one of them receiving out of the majority. Да ладно, ну как так, обалдеть. All that's left alive. BBL were outnumbered, but it's just Blue left alive. 1v3, they don't take a single casualty in that end game there. What a fight from BBL. They were patient. They held Да. their fire for as long as they could. Ну НЛТ, конечно. Мужички, не забудьте лайк оставить, если кто-то там собирается валить. That's the winner for them right there. Yeniden ringing out across the squads now as BBL Посыпались, посыпались. Ну ладно, хотя бы не обидно, что это BBL, потому что BBL единственная команда, которая типа играет в игру. Ну, из вот этих вот. Let's go ahead and see what the desk thought of that fantastic finish. I want to talk about the finish, but I want to talk about the overarching thing that just happened in that game. We saw all of those teams that are sitting at the top of the leaderboard go out early on, created a vacuum of points available to the likes of NLT and BBL, and they took advantage of that, Avenger. Yeah, they did. And Всё, кальян подошел к концу, чат. Gonna be able to step it up in a wrangle. They were able to do so, but BBL had a massive game there. Fantastic for them. And we could just hear, while the game was going on, you didn't hear me and Frost just sitting here saying, no! All our fantasy points was absolutely in shambles here. Они еще Хирозену в полете колесо сбили. Его из-за этого развернуло нахрен. Just out the 10-point marker, but super rough game for our picks in general, but fantastic game for BBL, fantastic game for NLT. They were really able to capitalize on their whole situation and how they were able to, considering that they were the two teams coming out from the northwest and the other team coming out from the southeast, they were able to kind of pinch all the teams in between them and really ensure that they got so many points that they were able to accrue here throughout this game. So really impressive. I was able to look at this and I was like, Где-то я на каком-то сайте читал обнову к PUBG и видел интервью кого-то там из Нави. Не помню, кто там был, и они говорили, что мы сейчас находимся чуть ли не в лучшей своей форме, что-то такое там было, или в очень хорошей форме. А я помню, до этого мы с ними встречались в паблике, и они что-то разваливались, как этот. Как не совсем не в форме, нифига. Ты чё, отошел там, жопошник? Нет, я собираю пати. Куда? В свою циву вонючую? Да сам ты вонючий. А чё, может реально в этот поиграть? Дредхантер? Дредхангер, или как он там называется? Ну, это то, что Чепух играл с Макичем-то. Типа мафии. С кораблем, да-да-да. Может собрать этот Дредхангера реально? Только я что-то посмотрел. Она дорогая, что ли? 1700 стоит. Мне не очень понравилось. Типа, там пацаны ОМОН каждый день собирают. Да, мне тоже как-то не очень охотно. Да, Монк не то пальто. Вот это что-то новенькое, я бы, может, даже поиграл с кайфом. Ну вот я когда смотрел, когда они играли, мне не очень зашло. А мне сначала тоже не очень зашло, а потом что-то... я посмотрел у Авилона, они играли, они поинтереснее как-то разыгрывали, не знаю. Может, потому что они тоже ни хрена не шарят, типа как нубасы играли. Ну, я чуть-чуть так одним глазом глянул. Insane game for them. 11 more points than NLT. 16 kills. Walk us through this though, because for us, obviously they faced off against NLT. The full squad was there. How did they win this? Sorry, one more time. I said, how did BBL take that win from NLT when NLT was coming in with the 4-man squad? Yeah, so what we saw was, of course, NLT was trying to play that as a 2-2 there.
with two guys trying to take a little bit of low ground, making sure that they have a little bit more space to work with, having a few more angles. But at the same time, what we saw was BBL doing the same thing, but BBL has a little bit of an advantage when it comes to the ground itself, and they take control over that straight away. Because how they were pushing on. Руси говорит, можешь перемотать? Куда перемотать? Что? В смысле перемотать? They take the opportunity when they get that knock on Batulins, they know that they're gonna be on the revive, but they don't want to fully. Блин, но без early файтов, без контестов вообще не интересно начало смотреть, конечно, максимально. Максимально унылое зрелище это. Так что, блин, лучше, чтоб контестились команды в начале игры. Там иногда начинаешь даже переживать как-то. Братан, ты чё в шубе? Ты же в Турции. Confidence there. Not many of the teams pose much of a threat if we're popping off Avenger, and they've just proven that when they pop off 16 kills. Yeah, I really love what we've seen from BBL in general here. This game is proving what they're capable of as a team, and especially a situation here for them where they're able to isolate the fights with NLTs, and this is what really won them the game. They're able to isolate so many players in NLT and win out the fights, and this is what you get when you're able to play together as well as they are here. Another one, good to see Thunderlost also happy to win this out, and obviously they've had some amazing games throughout this tournament so far. Before we head to the break, I do want to change the direction a little bit and talk about Navi. They've got lots of fans. They are a fantastic team, but Bros, I feel like they're struggling a little bit here at PCS6. What's going on there? Чё, как думаешь, в итоге энтропики выиграют? Думаю, нет. Типа, ну, по крайней мере, сегодня я бы не сказал, что они очень уверенно и хорошо играют, вот по сегодняшним играм. Они как бы, ну, хорошо плейсмент держат, но вот последние две игры очень невнятное от них исполнение. Да, на самом деле, ну, зона от них уходила, им некуда играть. Это у них хорошее было решение, но их изначально не пустили, они там не доехали, короче, нормально. Но они ни в одной игре не доехали, они же, я так понял, они играют от края, потому что они везде на поздних таймингах куда-то двигаются. Ну, они играют от края, но вот, например, в этой игре ты видел шифты? Они играли от края, им просто негде драться со своего края. У них единственный вариант — это залетать и пожить какую-то зону где-то в камнях, как они приехали. То есть с их края негде драться нормально, так, чтобы тебе не мешали. В предыдущей игре я не обращал внимания на их мувы, но единственное, что я хотел сказать, что приятно видеть, по крайней мере, что тег Энтропик не сосет жестко Бибу. Ну а почему они не попытались, допустим, инсов выкурить оттуда? Их было там трое, они... До этого Энтропики ворвались, боже, в кого-то они за секунду просто съели в позиции чпов. А здесь, что им мешало на инсов нормально сыграть, тем более инцы их особо-то и не принимали даже. Ну вот, как бы тут тоже вариант такой мог быть. Тем более они чекали, они видели, что как. И их в тот период, кроме Сквики, который был сзади в квадрате, никто не мог в спину херачить. Хорошо, ты имеешь в виду красный желтый дом, да? Да. Смотри, у инсов сплит, они этот сплит видят. То есть подъехать под ЛГ они не могут, потому что их закроют. У них сплит был 3-1. Ну, в любом случае, они под ЛГ подъехать не могут. Им надо заезжать просто на лицо. Ну, там можно играть, заехав на лицо. Там есть где разгуляться. Плюс тебя там турки в ухо сверху видят. Да там никто сверху не смотрел. Ну, они же откуда знают? Они видят, стоит сквад. Если что, он подсосется, типа, ну... То есть, ты уже подъезжаешь, их трое принимают тебя. То есть, кого-то... Но это вариант был бы не хуже, чем тот, который выбрали они. Они ехали просто... Они почти фулкой доехали, правильно? Но они в неведении приехали и сдохли там в секунду.
11 games left before we crown a winner for PCS6. Типа, я всегда придерживался того, что And не стоит ехать вслепую, а стоит просто подраться за что-то. Ну, тут больше вариантов разыграть успешнее. Ты можешь, конечно, на шару приехать, да, базара нет. Типа, такое зачастую случается, что люди заезжают. Но это же... это лютый рандом. Но они не ожидали, что на таком дайминге в камнях у них кто-то будет. То есть, как минимум втроем они бы оставались уже, если бы никого не было, в этих камнях. Пожили бы зону и точно так же принимали. Ну, исходя из тех проков, которые были, там вся сторона была забитая. Проки были хардшифт лево, хардшифт право. Ну да, ну и что, и камни-то... Ну, а те камни... камни, где ты умираешь. А это те камни был как раз край зоны. Понимаешь, где куча стакнутых должно было быть типов по факту. Ну, край зоны там был еще, там близнецы были еще в зоне, ЛГшка была в зоне еще, вот это у мятки. То есть, по факту, занимать эти камни еще некому пока было, смысла не было. Там один фейс был, который хорошо пострелял, выбил типа, его доели. Если бы они хотя бы втроем приехали, уже бы могло сложиться по-другому. А так, да, ну, в принципе, они могли подраться за желтый, но там максимально некомфортно. Ну да, максимально некомфортно, это понятно. На размены, на лаки. Но вот это у них хорошо получается. Я видел, как они это делают. Они очень хорошо. Делают это под кавер обычно. Нет. Я до этого игру видел. Они просто фулл йола ехали, заехали в яму и развалили там просто в секунду типов. Не знаю, в Ют часто так команды приезжают вот с того края, это типа дефолтный плей на вот эти камни уехать куда-то. Блин, NLT даже не сократили почти разрыв-то, ё-моё, 15 поинтов они за катку за эту взяли. Ну, очень мало. А что, осталась одна игра? Да. Капец, ты все проспал, Чепух. Я вообще не хотел смотреть, потом думаю, ладно, посмотрю. Это получается сейчас каждый день, не воскресенье финал? Сколько всего матчей-то, я даже хз. А ну, осталось 10 матчей. То есть 2 дня еще осталось. Я так понял, 30 матчей всего, не? Ну вот я не знаю, сколько матчей. Ну, по-моему, 30, если я не ошибаюсь. Ну, самолет тоже такой, конечно, не самый плохой, но и не... пахнет говной. Не знаю, вообще комфортный самолет. Для кого? Для меня. А что бы ты тут лутал для тебя? Для тебя на стуле сидя у себя в Перми, блин? В смысле, что бы я тут лутал? Я бы тут зафармил 4 изи-поинта и играл бы с кайфом. Это ты про какие 4 изи-поинта? Про футболистов или что? Которые мы... В липовку, что ли? Ну да, под этот самолет липовка не так плохо. А чё команда не фармит эти изи? Вот Лерон же, он явно не футболист. Вот, смотри, вообще с кайфом. Типа, ты просто херачишь в папич, сидишь чё? 4 в папич и чилишь. Все, футболисты выиграли игру или чё? А? Футболисты выиграли игру? Не, футболисты нет. А они хоть одну выигрывали? По-моему, что-то выигрывали, где-то я слышал, не? Да, вроде выигрывали что-то там. Ну а кто там футболисты-то, я не понял. Почему футболисты, что над ними так рофлят? Их заинвайтили, да. Но я же смотрю там, Лерон, по крайней мере, это ж что? Это турок? Или подожди? Все турки. Он же поигрывал раньше, типа. Ну, да, но это, грубо говоря, тир-2 челов просто взяли и закинули за бабки в тир-1. Что значит за бабки? Это как? Ну, это значит проплаченный инвайт на все турниры. Типа какой-то клуб их пробустил или что? Вот футболисты, то, что у них денег до хера, они проплатили инвайты, типа, свои. А так можно было, да? Подписали. Это ж пап, конечно, можно было. Ну, я просто до этого не помню такого. И челы по факту не могут ничего вообще. Ну, то есть в таком лобби они не могут ничего. Они одну игру могут выиграть, когда им напрокало.
такого. we've got going down into Yasnaya still. There are a couple of crazy ones in there as well. Ну, блин, многие тут даже выиграть не могут, когда им напрокало. Ну, ты считаешь это совпадение, что футболисты на всех турнирах забрали топ-16, на которых их заинвайтили? А они что-то еще играли? Не, я Да, просто... все заинвайченные турниры, ESL и PSL и Так так с далее. учетом того, что турниров-то нету, блин, сколько их было там? 2? Ну да, ну 2 прошло, 2 топ-16, с кайфом. Сейчас ПКС еще. А сейчас они на каком? По-моему, не 16-е. Ну там 15-й, может. Yeah, I completely agree with you. They're having a good time. They are a little bit. How do I put it? It's more difficult to predict BBL's performances than some of the Алоха, ты teams тут? that are more momentum based. BBL are capable of having a great game and then a bad one after the other. But conversely, they're also capable of having a terrible game and then coming back and casually winning the next one. Nothing phases them at all, and they're very good at resetting and taking each game as it comes. So they've now had a fantastic taste of victory there. That gets them up to 3rd place overall. Алоха, go! You are тут? О, Батуля отлетает. Это в этой катке? Боже. На ровном месте улетел на своем мотике. Как же НЛТ любят мотики вообще? Batulin's up the mountain, Batulin's in the fields. The guy needs to catch a break, man. Батулин и прошлую так хорошо понокался. The wild thing to me is that had it been any other team, it would still be unfortunate, obviously, but you wouldn't think that much about it. Here, it's the team that literally never loses people early, and Евгений, что это за пати будет? Мешков с говном? В ПАБГе в итоге. Это типа ты имеешь в виду, я, Скиф, Лего и Булс, и что это будет? Это будут мешки для битья. I'm not going to read too much into it this game because 2 players in the fields early on is a bit unlucky. Footballers, well, they definitely know someone's here. Here come the grenades into... Собрать-то пати такое можно, а толку-то от него. Типа Скиф и Лего, ну, крайне слабые игроки. Играющие от третьего лица. А можно, пожалуйста, вслух не произносить? Глаз дергается просто. Слушай, тут сейчас мне сказали про эмблему НЛТ. Так-то выглядит и правда не очень. Ты еще эмблему Silver Снайперсов не видел? Братан, не смотри на эмблемы. Not only space for yourself right now, but also space to maneuver come next circle. So wherever it goes, you know that as soon as you get into the car, you won't get shot at. Они под этим тегом и с этой эмблемой играют уже много лет. И я думаю, что нет тут их вины никакой, правда? Что всякое дерьмо в мире происходит. Они тут ни при чем. Они просто играют в игру. Что-то в мире вокруг меняется, и вдруг ты говоришь, что что-то не так. А они тут при чем? Правильно? Is so important in PUBG. A lot of the stuff that you don't necessarily see that all these teams plan in advance. One thing I think as we see the rotations coming through here, if we go back to Northern Lights just for a split second, one thing that adds to the danger of them is as much as we talk about how they've been taking casualties early game and it's unlikely,
they're still sitting in 4th place at 135 points. I mean, it's not like they're having a bad tournament at all, despite the fact that they are forced to play differently. А чё у них за эмблема, кстати? Я тоже не понял, что-то. Ну, ты видел ее? Ты просто помнишь ее? Да я не помню особо. Ну, сейчас увидишь. Ну, типа, просто есть некие сходства там. Ну, это же типа... Кое? Вот у Team Ready буква R, например, логотип. Будь буква не очень подобающей, тоже так же можно привязать. Да я же говорю, тут это как бы... Алфавит привязывает или что? Ну, там не буква, там... Знак. Я не знаю, на самом деле. Еще Silver Snipers'ов не видел. Я вообще даже без понятия, кто это нахрен. Ну, вот. А это типа админы пропускают все, за этим же контролить должны администрации. Завтра какой-нибудь негодяй, он захочет коня приделать себе куда-нибудь. Скажешь потом, ликвиды какие-то не такие, что ли? Причем тут это? А где NLT? А, они в этом. Ясно. I'm nervous that some of the teams, maybe some of the teams that kind of had nothing to lose with where they are on the leaderboard, other teams that just really need to deal with Entropic, that could be their downfall. But then again, I mean, if we're only looking at what we've seen so far in the tournament, they are pretty much untouchable. But as we see them here, Чё, фулл центр? the amount of kind of crosshairs. Думаешь, просто центранется? That's only gonna increase. Ну, думаю, да, куда-нибудь на салте. Circle includes everyone. Team Ready в кайфе. NLT едут опасненько. Они сейчас куда? Туда, к берегу хотят, что ли, или что? NLT... Или к футболистам? Или в... А, у них слева кемп фри. Ну как, будки под этими, под Team Ready. Ну они такие дырявые. Фейзы крашат салти домик. I'm looking and listening toward Tekkers and Hitman and doing the fact that they're not in the car shit has Чё, не крашат? sitting in a two-way split and they are Крашат. to get pulled up on here. Why? I mean, even if they do have Нок. a chance to come out of here top, why? С гранатой, ой, хорошо. 8C finds Tekkers. Hitman does get an angle to one. По своему накидали, что ли? I feel like they had a chance to disengage. They didn't. Now it's on to Hitman to stay alive here alone. As I say, that Salty is in the car, pushing Ну forward. Nixie is выйдите, coming as well. помогите, чё вы боитесь-то? Trying to see if they can get up here and save them. Unfortunately for him, and he's doing all kinds of work to stay alive as a solo player right now. But that nade went in somehow. Didn't take him out. Да. Will fall. So Nixie Густава, is можно сказать, на халяву потеряли. too late. They have just Но они, видимо, не знали, сколько все-таки типов. Они А, же слышат, откуда стреляют. Ну выйди ты, помоги. а этот поц на халяву приехал отдаться или что? they didn't take it. Вот это топ-1 клава европейской. Причем вообще в ноль они разносили лобби. Ну и все. Сейчас он... Нет. Вот тут в ЛГ его и могилка будет. It just ends up being a bit surplus to requirements. Salty, sadly, down to a solo this early in the game. Футболист его просто уничтожил. Квизи в ноке. Размен от экзампла. А где они файтятся-то хоть? Пушат РТГ? Ой, а чё это он на крыше себе позволяет? Минус Мелман. Хорошо! Ну, молодцы.
amazing ballet going on there. Yeah, that is a delightful pirouette from example. Ты видел, как Really, экзампл really он good тропиков stuff, and, трахал? Road to Glory, one down, Когда? two down with BNR in the background, В последний falling to день. Melman on Нет, the нет, не видел. Navi are sitting comfortably Ну, in the Соло middle. разобрал? They'll have problems to Ну, solve, 1 to в be 3 в fair, конце. but they're also perfect Не-не-не, я не at видел. engine fragging their way in. Найс НЛТ валяются с кайфом. Приехали в дырявую будку, блин. Horizontal level as yourself, but he not only Yeah. had to 180, he also had to kind of look 90 degrees up into the sky in order to find that knock, and he still wins the trade. That is insane. Let's see. Oh, doesn't hit the first one, One. and boop. Ooh, that's impressive because I thought maybe. Ну, знаешь, вот я сейчас заметил, хотя бы болтовки появились в компетитив. Хоть как-то, хоть немножечко их реанимировали. Еще надо реанимировать, я считаю. Типа то, что безальтернативно все пользуются ДМРками в паблике, ой, в этом, в компетитив. Ну это уже, блин, столько лет. Вот как болтовки рубанули в каком-то там 18-м или 17-м году, 18-м, наверное. Все перестали их юзать, вообще стали такими бесполезными, когда до этого, я помню, карабин нокал с 2 шотов в тело, а потом стал с 3 нокать, и он вообще, все забыли про него. Плюс поинты для Сейчас НЛТ. много кто бегает болтовки. Ну надо еще и хапать. Да жесть. Опять НЛТ огребли. Хотя, казалось бы, скриды ехали, ну, типа, весьма посредственно, все по одному. Ну, драйв-бай делает свое дело. Драйв-бай, ну, тупо разрешал. Реально сделали так, что с тачки теперь ты в таком преимуществе стреляешь. Вообще. Если только у тебя не чепух за рулем. Ну, типа, ты в движении, плюс у тебя кавер, плюс там от тебя торчит небольшой кусок, а ты без каких-либо проблем херачишь. У тебя нет дополнительной отдачи, ничего, ты просто поливаешь. Довольно-таки сложно иногда хороших типов выбивать. Прям очень сложно. Так, ну что, футболисты. Минус 2 Нави. Мелма надоели. Ну как так-то, ёб-моё. Аля сейчас тоже сдохнет. Ну, Хирузен может сдохнет, кстати. Хотя у него позиция хорошая. А чё Хирузен бездействует? Ну, заходи! Блин, Аля должен был зайти и убить. Хорошо. Залезь! Не успел! Регов развалили, вышли сверху пейзы. Футболисты тоже просто в бутерброде сдохли между инсами и фейзами. Просто перемололи турков просто вообще в кал. Еще одни турки там сейчас... решили не ехать никуда. Сейчас пенальти будет нахрен. О, да ладно! А как так вышло? Там инцы им помогли или что? Я не понял. О, ховлы едут. В могилу приехали свою. Давай, братик, у тебя 3 хаешечки. ТРы спустились и тут же ликвиды им в спину. Вот это Папандопулус. Сидели в кемпе.
Эх, ликвиды посыпались. 2 нока, хорошо. 3 нока. Лол. Лол, ликвиды еще разрисаются. Ты там чё, язык съел? Да меня Чепух Икс тут этот докопался. По поводу. Да ему бабки надо перевести. And I don't feel like there's space for more vehicles down there. And speaking of utility, Squeaky continuing where the rest of the people left off. Insta-res maybe onto Ruin because ends are going to take a little bit of time. Either the utility kills you or it doesn't. No, never mind. Oh my god, that second molly! That is literally inch perfect. Poor Eski. Let me into the PRTM! Yeah, it's right there. Let me in. Not gonna happen. It will grant you the cover. Oh, get away from there. Skid's gonna blow up too. Yep, Tiksu able to get him down. Utility is all they needed to deal with him down below. Rust in the mind in the meantime, trying to peek on overs. Must have heard, I mean, I would assume so anyway, that Liquid leaves this. This is interesting rotation from Liquid. Didn't like what they saw from down below, and now having heard this fight happen over the top, that's perfect for them to rotate into. In the meantime, Entropic takes out RGG, so that's going to be Road to Glory out in 8th. Heroic deals with Skate on the hilltop too, but that's exactly where Liquid are currently going. Beanie managing to get a little bit. Yeah, he's got some delightful cover there. Team Liquid going all the way back up north. And I think actually, as soon as they see Heroic, I feel like they're going to disengage and move back south. Like this was their idea. Heroic have managed to grab that position. I think Liquid back off here. Look at how Insa spread out as well. This is how you have to play that compound. Because people were sitting in the Тандеры, блин, в опене играют. Сейчас тандеров порвут просто со всех сторон. А энтропиков вообще не видно было в этой катке, нет? Go center, fortify, play on the down low at least for a little while, and let the chaos unfold around you as opposed to having to take part in it. Я думаю, энтропики понимают, что это последняя катка, а последняя катка, как правило, немного в их канале, и они переждают. Но мощно залетел. Not quite getting within eyesight. Very close to that though as well. I don't think Clip's getting revived off this unless Rustanmar goes down now. We have 6 teams alive in phase. Сейчас Джимс Рустанмара убьет просто и все. Такое чувство, что Рустанмару инфу вообще не дают. Он не понимает, что справа от него за домом чё. Но они сами не видят. Да видят, инсы же видели, которые на пушках стоят, куда челы забегают, что они за забор за домом забежали. Center of the circle, I guess a little bit quieter than it was before. There are only 2 teams in that compound right now as opposed to Тандером надо играть на Хибака, либо туда вправо наоборот. Но на Хибака им тоже жопу порвут. Холдиться на краю, но хотя учитывая, что Хибака тут под них. Да, проблема в том, что сейчас BBL на этот край приедут. А, но они поехали байтить, и Хибака сейчас под их подъезд нокнет. Только зря они напрямую едут прямо. Потому что их выбьют. По идее, Хибака фринок дает по нейлупу, и они просто добиваются. Походу знают про него. Или не знают. Не, он не знает, он просто причекал. Крутит пивас. Он не видит за камнем типа. Да лол! Пиваса нокнули, отлично. Он сейчас закинет Хибака. Почему Нейлапа там не трогают? А, он на ЛГшке. Ой, хорошо. Отлично. Все, у Тандеров хорошая позиция. Прям очень хорошая. Еще и ресурсы сейчас соберут. Минус клип. Заезжают они в эту же будку. А вот и BBL приехали только на инцов. Они, походу, вышли, что ли, на ноге?
Бими просто вышел в open. В итоге хероики посыпались. No real cover in the middle of the circle here. Thunder, in fact, have the only tangible hill, so everyone else fighting for this hard cover here, even though it's on the edge. James coming in. Какую хорошую хаек Юрекси дал. Но не добил. Ну, А как он выжил? Я в шоке. так тандеры могут еще неплохую игру сыграть сейчас. Так я и говорю, что у них очень хорошая позиция сейчас. Главное, чтобы Хиро сейчас не обосрался от BBL. BBL вторую игру забрать могут. Дабл сейчас перебычит. Дабл оба раза чуть-чуть не хватило совсем. Но он бы все равно не доел. Нокнул бы и безрезультатно. Они бы все равно не пошли не пушить, ничего. Ну, да. Смотри, сейчас BBL дозакрывают ликвидов и энсов. Потом берут тачки, двое выкручивают спину в деревья. Ну, это ошибка, мне кажется, будет, не? Ну, почему? Они просто у тандеров сейва не будет, если хотел это выкрутить им на край зоны деревья. Code Marco, remember, got the Orm in the level 3 gear. So I'm sat here thinking maybe they're just quietly setting up to try and back to back. Remember when we hard shifted northeast second time around? BBL were Ликвиды тут просто всех пережили, я вообще ору. All the way north through Kameshki. That's the reason they only have 2 kills so far. Normally you'd look at BBL as one of the Ничего себе, Денис Александрович. They have been backfilling everyone the entire game. Every single time a team has gone, oh, you know what, I guess we'll just take the fight. BBL's gone, oh, I guess if you're going fighting, we might as well just take the position that you had before. They've been able to do that the entire game. It's not until now that they got an opportunity to engage on ends that they've actually been forced to take shots, which also means that they're sitting well in utility. They should be pretty alright and careful on helmets too. Ну, ликвиды проходят под грипп спокойно. Джимс что-то очканул в итоге. Ой, хорошо. Так ликвиды прошли, но дальше-то они не выходят никак. Не, дальше не выходят. Мне кажется, BBL зря акцентирует внимание вот на этом гарике сейчас. Не, просто если сейчас ликвиды занозят BBL, это просто... Ну, я и говорю, что они зря сейчас акцентируют внимание на этот гарик. Они могли также его принимать с пушек, просто стоять и все. Чатик, го 200 лукасов допилим. Да ладно, ничего себе. Сочная хае. Блин, почему-то тандеры под это не... Ой-ой-ой! Передержал. Very close to knocking Ketper with that second nade as well was James. He just cooked it a little bit too much, and that could have ended up really making a huge difference to the outcome. He still can, though. Let's wait and see. 26.5 minute mark now. BBL. Блин, ну слишком пассивно играют тандеры сейчас. Я не знаю. О, минус Мекси. Что-то не загорелось там у него внутри, что ли? Ну, я думаю, что BBL выиграют. Не знаю, не верю я в тандеров сейчас. Significantly less hilly terrain, I want to say, for BBL to use compared to Thunder, but in 45 seconds we're going to get phase 8, so that could knock Thunder out of that huge ridge. We'll have to wait and see. Still with the AWM, and 13 bullets is more than enough to deal with 4 players, Code Marco. We'll see 3 players, I beg your pardon, so we might start to see him getting a little bit liberal with his arm shots here.
Есть еще транспорт у них. Есть вон ЛГ перед ними. Спокойно туда играть могут, знают, где два игрока. A 7-kill win is still 17 points that they very well need in order to try and play catch up to Entropic sitting far up the top of that leaderboard. Блин, ну я не знаю, если дабл не сыграет, то это все ГГ. Как бы позиции у Тандеров мне нравятся, но что-то как-то... Они знают про дабла или что, или просто на шару кидают? Ты там финал не смотришь, да, Чепух? Смотрю. So they're essentially scouting with Nate right now, missing the good old days where Nate would also bounce you to the side. So if you're sitting behind a tree, like pushed you out from behind it. Of course, no. Сейчас Хирозен подставится, мне кажется. Phase 8 starting to move. 5 seconds now. Double solo on the southeast. Again, remember, BBL know none of this. So Thunder have got potentially the element of surprise on their side. I think BBL have enough. Они уже все проверили, везде прокидали. I think that's their plan. The thing is, since they don't know, they have to like fear opponents being at every single position. So they have to, I would assume, have to have someone looking at this rock as well. It's just going to be a timing thing for double. He needs to find the perfect timing, and who will give him that info? That's going to be his teammates. Now the molly comes in, doesn't spread to him. This could be one of those double things where they think, okay, we mollied it off. There's no one there. What? Rocks don't burn, Toby. 300 Так, Шам. IQ from double. These deforestation tactics don't Чё? work on him. Я там опаздываю уже. Ну ладно, давай. Побегу. Все, дабл сдох. Эх, засиделся он там. Final circle is here. It's gonna happen. It's gonna force everyone into the middle. But most importantly, I think for Hibako and Thunder, it's gonna force BBL downhill. Uruzen now running out of options, looking either side of a smoke. It's a 2v3. They need to У Тандеров не осталось смоков. ГГ. Теперь точно ГГ. Now it's a 3v1. All eyes on Hibako. Две игры подряд BBL забрали, ну молодцы. Так, ладно. Давай. Красавчики. Спасибо за пару каток. Давай, пока. Если что, пиши потом заранее. Давай. Ну, завтра можно посидеть снова вечером. Можно. Ты там только накрасься, я не знаю, сходи там, поухаживай за кожей лица. Да я голову коня просто одену, вот эту резиновую. Ну, мы поржем. Ладно, давай. Давай, Буба. Так, ну чё, чатик? Как вам игры? Вы хоть какое-то удовольствие получили от просмотра турнира сегодня? А? Скажите-ка мне, вы хоть какое-нибудь удовольствие получили? А? Чат. Или ну его в жопу эти ваши турниры. Хз про турик, смотрел на мощного стримера. Уф. Конечно, пивас хоть попил. Thanks so much, Toby and Joe Roside. I mean, Toby mentioned it there. The mid-game in this last map was chaos. Avenger, I don't even know how else... Очень неуверенно Тандеры сыграли, мне кажется, в конце. Типа, им надо было играть агрессивнее, им надо было поджимать, им надо было брать на неожиданность. Как-то... Не то получилось. Я только пришел, стрим огонь, понимаю. Короче, Тамалоха заставляет играть в Elden Ring. Задонатил 5 косарей, говорит, играй в Elden Ring. Дал аккаунт с игрой, говорит, не покупай. На, играй на моем аккаунте, только поиграй в Elden Ring.
Чё, походу будем играть в Elden Ring в понедельник? Чё думаете? Я не знаю, он говорит, я уже, говорит, 3 раза игру прошел. Я думаю, что вы уже смотрели Elden Ring, скорее всего. Пофиг, вообще пофиг на них, говорит, топим за энтропиков. А чё? Я вот никогда не болею за сильных. Это неинтересно, на мой взгляд. Такая себе игра. Не, капец, конечно, лоха. Я даже правила не придумал для заказа игр. Он уже деньги донатит нахрен. Жопошник. Ну, надо же человека порадовать, раз он ему хочется посмотреть. The way they took the northeastern side of it, then pushed in third party the ends and thunder fight, and in general how they took control. Мне нужны скинчики халявные на PCS6. А чё халявные-то, я не понял. Тебе билетик на халяву достался, типа, да? Ты какой-то промик ввел? Один стрим хотя бы, я же не говорю всю проходить, дропнешь, если не понравится. Ну, Аллах, я думаю, что онлайна не будет. Но если онлайн будет, мы ее пройдем. Ну, в понедельник, я думаю, поиграем. Либо вечером, либо днем. Хотя, если ты в понедельник работаешь, то, наверное, лучше вечером играть. Посмотрим. 4 купона халявных было? Да, а что тогда? Что тогда болеешь-то за энтропиков? На кого ставил-то? Как можно в 2022 году играть, где надо бегать, собирать траву, чтобы скрафтить что-то и качаться? В смысле? А чё, почему нет? Я очень люблю РПГшки, между прочим. Зря ты так. Типа, но... Проблема в том, что эта игра, она даже не про лут, она про боль. Понедельник выходной? А, да? Я понял. Ну вот воскресенье, последний день этого турика, я думаю, что последние 3 дня мы уже с вами, наверное, посмотрим. Кто хоть выиграет-то? Все-таки это профильная у нас с вами игра. Вот вы 200 лайков не поставили, а что? Завтра тоже, наверное, посмотрим. В Европе энтропик НЛТ, в Азии Тайлу и Тянва. Ну а что тогда? Болей за НЛТ. Нави расстроили вообще, что с ними? Ну а что ты? Нет стабильных команд. Нет таких команд, чтобы они выигрывали всегда. Это нормально? Типа кто-то в форме, кто-то не в форме. Кто-то чувствует себя комфортно, кто-то нет. Так что у кого-то стрельба идет, у кого-то не идет. Такое бывает. Я помню по себе, как это. Иногда, знаете, иногда ты отыгрываешь турнир так, что ты вообще никого не чувствуешь. Просто идешь, прешь как танк, убиваешь всех, все получается. А иногда на ровном месте спотыкаешься и умираешь. Так что это дело такое. Insane to see him here. I'm not sure why Double gets this. Maybe because the amount of damage and kills combined, that he's able to jump ahead of that the most. А, у нас 9 мая понедельник, да? Не знаю, может на парад сходить. Может что-то новое будет в этом году. Хотя я очень сомневаюсь. Все то же самое. Парад, он какой-то, знаете, такое одноразовое мероприятие, на которое один раз сходил, а больше уже не интересно. Ну, если так, чисто для любопытства. И это вот толпушка людей. Разные рожи, вот это вот. Ходишь, смотришь. They've been struggling a lot on Ariel itself before these 2 previous games here.
And that kind of shows how much work they put into the aerial games. Coming in here today, being able to rack off those points. Привет, здорово, здорово. Ну чё, отдыхать пойдем тогда? Ничего нового, ни разу не ходил. Ну, у нас как бы... Когда участвовали там родные в параде, или когда участвовали коллеги, мы ходили, смотрели за своих. Там, наши идут. Папа у Маши постоянно на параде был. Сейчас уже нет, конечно. Кстати, Соники-то вернулись в свое чемпионство в американском регионе. Я не знаю, я не смотрел американский регион. Это утверждение или вопрос? Ну, был когда-то онлайн, когда было интересно. Сейчас ничего интересного я не делаю, поэтому нет людей. Ну, ты все. Папка стал неинтересный людям. Я неинтересный из-за того, что папка неинтересный. И я ничего нового не делаю. Вот. Как бы сделать что-то новое, это сейчас для меня большая проблема. Был такой период в жизни, когда совсем мое вот это творческое нутро молчало, потому что я был как-то, не знаю, морально уничтожен. Последние там 3 года я просто всегда в депресснике. Сейчас, мне кажется, я более или менее как бы принял то, что со мной уже случилось. Ну и будем двигаться вперед. Когда-то для меня типа минус каждое 100 онлайна для меня большой удар был. Сейчас мне уже что-то как-то пофиг на онлайн. Я уже смирился с тем, что вот оно как есть. Так что даже... Я раньше, когда смотрел на свой онлайн, я всегда расстраивался. Всегда расстраивался. Вот сейчас последнее время не расстраиваюсь. Так что мне, честно говоря, насрать. Какой у меня сейчас онлайн? Типа сейчас объективно я, видимо, неинтересный. Вот и все. Какую-то аудиторию наработал, на ней пока и живем. Может быть, я скоро вообще сдуюсь до конца. Если что-то прикольное не придумаю. Но вот сейчас я занимаюсь видосами. Последнее мое видео, которое я сделал, набрало там уже, наверное, 1040 просмотров. Ну, актуальненько просто получилось. Танки интересные. Да нихера они не интересные. Так, ладно, чат. Пойдем отдыхать. Всем вам огромное спасибо. Сейчас, кстати, нам 2 велика подгонят. Мы с Машей по вечерам будем, наверное, на великах кататься. Тоже, я думаю, неплохое занятие. Я не знаю, в бассейн собраться не могу, все, на великах хотя бы будем кататься. У нас очень хорошее место, чтобы на великах кататься. Да не вкладываю я душу в каждый стрим, что за глупости? Я просто делаю то, что мне нравится, а то, что мне нравится, уже большинству не нравится, вот и все. И надо делать то, что мне не нравится, и я себя заставляю что-то делать новое, понимаете? Так, ладно, все. Всем спасибо, все свободные. Спокойной ночи, увидимся завтра. Кто не подписался, подписываемся. На Телеграм подписываемся. В телеге там за мной следим. Радуемся. Все, до свидули. Пока-пока. Make sure that they can continue to fight and get those knocks, and then they can just push on. 10 games left, gents. Are we